Жара-жара. За окном 30 градусов. И самое время начинать влог. До момента выезда на фестиваль у меня осталось считанные часы. У меня почти все готово. Ну, почти, да. Самое проблематичное это будет перевозить первое Ямато, второе. Заранее предвкушая ваши вопросы, а нахрена мне их два? На случай, если одно сломается, я не шучу. На фестивалях, на которых я был, эти бамбуковые или чуть деревянные, не разбираясь, из какого материала их лезвие сделано, ну, как лезвие, имитация на лезвие, ну, вообще крошились, я не знаю, почему они ломались, они даже не сталкивались с другими предметами, ну, на ура, короче, разлетались. Поэтому попробую что-нибудь придумать, взять. Я, наверное, единственный, кто вообще на поезде, да. Раймонд, он поехал на автобусе. Ну, как единственный, нас же двое, да. Он будет в автобусе, я на поезде. Я еду в купе, и я надеюсь, что там никто не подселился ко мне. И тогда я смогу там еще что-то подоснять. И там с вами поговорить. А пока я собираю свою сумку. Она пипец какая огромная. Я не знаю, как ее буду нести. Она, ну, в треть меня размером. Еще костюм там так тяжело уложился. Вот, поэтому жду поезда. И пойду. Что еще сказать? У меня мыслей нет. У меня слишком их много. Что-то там, документы, деньги. Сейчас, честно, запутаюсь уже. Слишком много планирования. Не знаю. Короче, в поезде встретимся. Че болтать-то еще? Все впереди. 4 дня. 4 дня. Ну или сколько по времени будет. Так что давайте увидимся в следующем кадре. Да, пацаны, всем здорово. Я уже сел на поезд. Освещения здесь, к сожалению, нету, но есть фонарик. Да. Особо не знаю, о чем сказать-то особого. Просто едем в темноте. Я специально взял на ночь, чтобы сюда прийти, лечь, заснуть и все на этом. Поэтому вам и пожелаю спокойных ночей, а сам пойду спать. Давайте увидимся теперь уже в следующем кадре. Всем еще раз хи. Вот мы уже и проснулись. Ну как я проснулся. Ой, что я могу сказать? Классно. Если бы только вот эта шторочка бы закрывалась, было бы классно. Ну, а так немного слепит солнце. Ну, собственно говоря, поэтому я и проснулся. До Перми остались считанные километры. Всего 150. Раймонд уже там, мы с ним списались. Он будет ждать моего прибытия, и там будем смотреть, что делать, потому что мы приехали раньше, чем нужно по времени. Вот. Что еще можно сказать? Необычно. Я давно на поездах не катался, и в принципе комфортабельно. Если не считать этой шторки, конечно. И также прикольно то, что ко мне никто не подселился. Я тут один кайфую, лежу. И вот. Не знаю, буду ли я что-то здесь еще снимать. Потому что, ну, в принципе, пока нечего. Тут просто я лежу и лежу. Я даже еще и не кушал. Я, наверное, еще спать пойду, потому что мне еще долго ехать. И я пока не вижу смысла просто в сознании оставаться здесь, сидеть, лежать.
Поэтому, да. Что я еще могу сказать? Могу вам виды показать из окна, которые здесь есть. Вещи взял. Про мечи. Когда мечи, клинки. Вот это, конечно, весело было на вокзале проходить с ними, потому что у меня были вопросы, мол, типа, что это, сабли, нунчаки и так далее. Такой, не-не-не-не-не, это не оружие, оно из дерева. Вот не знаю, как меня будут пропускать на выходе из вокзала Пермского. Увидим, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, давайте увидимся уже в следующем кадре. Увидим, что будет. Вот мы уже в Перми. Да, теперь. Пермь. Ладно, футболку вытру. Жарко пиздец. В поезде было холодно, а здесь градусов 30. Мы тут подохнем. Свердловская область. Что ты хотел? Да. Замечательное место. Теперь Раймонд живет не в будущем. В смысле? Ну, да, Мы с типа, тобой в одно время, да. да. Осталось что-нибудь 2 часа проебать. Да. Шо вы, шутнеры? Я же реально, если я буду получать только черные рубашки и только в красных штанах, я буду выглядеть как шутняра. А кто это? Это ББ. Они знают, о ком я говорю. Все знают, о ком я говорю. Один я долбэб, не знаю. Да, дебил, блядь. В общем, посмотрите, где мы высадились. Я думаю, тебя не слышно. Нет, там микрофон, кстати, заебатый. Да? Да, заебатый. Фу. Как мы скатились к тому, что мы стали блогерами? Ну все благодаря мне, точно. Да, Моя да. гитара, Музыканты к этому ведут. Ну, обычно музыканты, они порваются. Ну или Куртом Кобейном становится. Разрывная. Вот, поэтому будем думать, что сейчас делать. В общем, мы решили сходить в Мак пешком 2 километра. Ну, во вкусная точка, если Да, что. вкусные точки мы осуждаем Макдональдс, то есть всякие там пиндосские темы. В общем, Мы патриоты. да, мы патриоты нашей страны. У нас вот код груз, тренировка на плечи. Там это, союз разрушим, мы, блядь, разворовали. Пожалуйста, не баньте нас. Пожалуйста. Да. Короче, мы зашли похавать, попить воды. Да, ну короче, всем приятного аппетита. Мы тут в ТЦ, тут хорошо, прохладно. Поснимаем. Вот на самом деле я бы сейчас больше поснимал, но с вещами это, блядь, делать максимально тяжело. Так что увидимся позже. В общем, сели мы с этим белобрысым дьяволом в такси. Станет меня. Обсуждаем комиссионы. Да. Сейчас будем заселяться и там уже дальше продолжим. Не, ну город так-то прикольный. Я как будто вообще не в России нахожусь. Приехали 2 деревенских, чисто город. Да. Нормально посмотреть. Ну, говорю, если что-то в ЕКБ большой будет, кстати, там недавно фестиваль тоже был, я вообще эту вспышку пропустил. Вот, и ЕКБ, по-моему, ну вот, опять же, по словам даже вот пермчан, пермских ребят, ЕКБ еще больше ощущается как город-миллионник. То есть еще больше движа, еще сильнее влиться. Ой, ты бы видел, что было в Казани, вообще офигел. Там просто целый район Днепров. Ну, успеем. Мы на этой сцене нет, подожди, нет, на подобной сцене в Екатеринбурге выступали. На крыше? Нет. А что за сцена? Типа большая просто? Перед зданием администрации в Екатеринбурге выступали на 9 мая. На самом деле было отвратительно. А что, плохая организация? Нет, организация замечательная, человек, который все это проводил, замечательный, но гимн России играет, меня это тошнит. Подобное играть, потому что я не патриот, и просто нужно было играть, потому что нужно было играть. Это ему приснилось. Вот мы и заселились. Конечно,
Мне кажется, нас немного, ну как немного, немного много кинули на деньги, потому что вот. И все, это наша жилплощадь, 4 дня, за которых мы отдали суммарно 10 тысяч рублей. И, соответственно... Негры, пидорасы. Ну, мне кажется, на нас, ну, немного мало, немного много кинули. Сейчас я покажу остальную часть. У нас получается шкаф. Всего лишь 2 вешалки. У нас же так мало одежды. Вот это что? На фотографиях это все было больше. Ну, я не знаю, так сфоткали. А здесь, ну все, вот ты встал и, ну, ширина. То здесь, ну, дай бог это мыло, я не знаю, что это. Ничего нет, ни фена, ни полотенца, ни геля вообще, ну. Ребят, короче, гостиница профсоюзная, либо мы просто дебилы, номер не тот выбрали. Ну, либо здесь общее такое. Единственное, за что можно им сказать спасибо за 10 тысяч рублей, это ненужные рюмки. Ну, окей, это может понадобиться, но... Мы алкаши! Я не думаю, что мы этим пользоваться будем. И чайник, блядь. Блядь, опять Да. Блядь, как? Я просто правильно. Я думаю, на вешалку лучше повесить. Они по плечам очень плоские, пиздец. Вот так вот приходится стоять. Это бред ебаный. Ну, это проблема, потому что швея была, не в РЛ, типа, ну, мерки это скидывались. Вот наши клиночки. Кстати, на удивление, в реальности Ребелион тяжелее оказался, чем я думал. Собственно. Единственная проблема, нужно как-то потрениться, мы с Андреем вот думаем, попробовать, ну, если будут, конечно, встречи с стражей порядка, у них уточнить, можем ли мы на улице тренинговаться, а так. Просто жестко помахаться, блядь. Да, то как бы не очень прикольно будет, если нас топанут в чужом городе. Ну, у Андрея, по крайней мере, меньше проблем будет, то у меня, конечно, больше проблем будет. Да, вот. В общем, пока будем разбираться. В общем, мы сюда заселились, ну, не очень довольны. Вроде бы вещи разобрали немного. А эту бумагу упал, мне казалось, тут что кто-то летает, блядь. Бля, нет. А там у нас еще сетки нет. Нету? Ага. Нету. Бля, наверное, лучше на ночь сверху только открыть, чтобы не залетали эти хуйни. Им похуй. Не, ну типа меньше же залетит, если будут только Ну сверху. это понятно, да, но свет телефонов, свет света, ламп, блядь. Плохо, Логика, конечно. вроде бы. Ой, плохо, короче. Сейчас мы пойдем за водой, потому что здесь нихуя нет. 10 тысяч. 10 тысяч. Да, 10 тысяч. 10 тысяч. Ждем на первом же донате, блядь, окуп этой хуйни. Сегодня будет стрим с телефона, разумеется. Ну, поскольку влог будет позже, конечно, не сегодня, но суть вы поняли. В общем, да, короче, ребят, я вам дам совет. Нет, было совет, потому что нельзя как-то описать. Просто, короче, готовьтесь, то, что вас могут наебать прям тотально. Это вообще херня, от которой мы в ахуе были. Я в шоке, я в культурном шоке. Потому что, ну, это бред. 10 тысяч за эту комнату. Я камбэкнул лет на 20 назад, по ощущению. Даже та комната, в которой я стримлю, своей, она буквально по площади больше, чем эта. Ну, не сильно, конечно, но суть вы поняли. А тут на 2 человек такую сделали. Не очень прикольно. А еще мы поняли, что я по размерам как Наиль, даже немного больше. Что самое странное, блядь. Ну, Но если при этом поставить... окажусь более трещом. По-моему, она только сейчас хуи сфоткает. Не, у нее прям широкий. Просто пропорции у нас разные. Да. Пизда. Я оторвала голову нам, сумасшедшая цена. Ну, сука, 10к за это, блядь, говно отдали мы вечера на... Блядь, не та песня. Мне кажется, там люди, блядь, проходят и не в ахуе, просто 2 дебила каких-то сидят. Да. Мне кажется, нам за этот влог кинут желтую монету, если не красную, за количество мата. Как же насрать. Так, подожди, я его что пустить? Не, ну сначала на бусте, да, а потом на YouTube. Ну это уже потом. Да. Там уже можно подредактировать, а на пустоте фул-версии будет. Капитализм. Капитализм, да. Ужасный. Тут парить нельзя, прикиньте, блядь, ну в туалете можно, но там прикинь. Вы, кстати, по поводу туалета. В ЕКБ, когда был, напоминаю, цена 1200 за ночь, так что это вышло бы те же самые 4800 с каждого, но хата больше лучше. Открываешь туалет, и вытяжка сразу начинает работать, если ты включаешь свет. Тут нихуя такого нет. Можем даже туалет показать, почему бы и нет.
Вот, просто ну, посмотрите вот соотношение Андрея и туалета. Он вообще мелкий, посмотрите. Это, ну, пипец. Ужас. Ужас. Это кам. На камеру. Да, прикольно. А, кстати, не показал вам, у нас есть рефрижератор. Я говорю, мы лет на 20 скатились нахуй. Пиздец. Я даже это руками трогать не хочу, блядь. Чисто под пивас. Ну, под напитки, под квасик. Да. Заебись самое то. Ну и то, маленький здесь полторашка не влезет. Ну, 0,5, могу 0,5. По цене будет уж там, что полторашки. Ну, полторашки там сколько, за сотню? А, нет, ну так на 150, на полтос переплатим. А чем мы когда выходим? Кого? Мы когда выходим в магазин? Телефон в заряде, блядь. А, кстати, да, телефон, что у нас по телефону? Я когда камеру вращаю, прям чувствую стабилизацию. 51, у меня 51%. Ну, у нас еще где-то полчасика посидим, да поедем. Да. Вот так вот, да, дамы и господа, так что... Даже если у вас есть огромная сумма денег, взявшаяся никуда, из ниоткуда, вернее, она может вот так же вот уйти в никуда, блядь. И причем это даже не проблема финансовой грамотности, а просто наеб этих, кто сдает. Там на фотках, блядь, все так пиздато. Да, это вообще, ну, вот грубо говоря, вот сейчас видите эту картину, а на фотках она, ну, во много раз больше. Мне кажется, на таких фотографиях нужно прям человека ставить посередине комнаты, чтобы понимали этот. А вот поэтому они этого и не делают. Да, это ужас. Съемка же идет. Блядь. Это разочарование. Меня впервые наебали на кусу. Тебя до этого не кидали? Раз. У меня один раз Steam аккаунт взломали тогда у меня сумма была на игры 1008. И вроде все, больше меня особо не кидали. Это было в 2014 году. Я даже билеты покупал, блядь, ну как я сюда приехал? Я зашел на какой-то сайт, с него перешел на Яндекс.Стрелу, купил билет, вел все паспортные данные карты, блядь. Сегодня ночью там сидел, 2.55, думаю, сейчас подойду, скажут, меня нет, я был. На удивление, в тридцатку в тени не так уж и жарко. Да, ну, нормально. пока мы не двигаемся, да. Скоро сдохнем, да. Да, вышли за водой. Будут те самые мемные чуваки. Ты тонкий, блядь, сбоку вообще пиздец. Да не так уж я тонкий. Пойдем в магазинчики, на нас все смотрят на улице. Мы, бля, два нефора. Да, согласен. Этот паук там. Как же жарко, пиздец. Да, будем идти. Ну это моя дальше. инициатива, поэтому я за это поплачусь тоже. Да. Потом нужно будет снова помыться. Итак, прогулочка продолжается. Мы сначала решили зайти в аниме-магазин. Вот это белобрысое чудо-юдо. Да. Но пока нас не узнали. Хорошо или это плохо, узнаем позже. Ах, мы уже умерли где-то, нас испинали. Да. И ее заодно тоже. Да. Максиму, который нас первым нашел, передаем огромнейший привет. Если что, ты Андрею понравился. Да мы оба на тебя дрочили, уже все нормально. Нормально. Прогулочки по Пермским улицам. Перм. Это получается мы где-то... Куда мы пошли? Вот Туда. А, если мы сейчас пойдем прямо... Это мы пойдем по этой дороге сюда, и вот только... Она вот тут. Это далеко, да? Ну, достаточно. Ну и не будем же мы сворачивать, правильно? Узнали об этом в конце, да и хуй с ним. Жалко. Да. Да, на нас люди смотрят на каких-то конченых идиотов. В смысле как? Убери это слово из предложения. Люди смотрят на конченых идиотов. Ну, по сути, мы никого еще особо из неформалов и не видели. Сейчас, подожди. А мы же в центр города идем? выйдем. Мы же в центр города идем? Да. Там, по сути, их больше должно быть. Ох, пипец светит. Пипец светит. Ну да ладно. Наверное, ближе к пути. Подрублю снова. А так... Идем. Но на удивление не настолько сильно жарко, как могло бы быть. Здесь часто попадается тенек. Ох, на пипец нам, конечно, далеко идти. Мы закупились водой. Сейчас идем. Сейчас допьем Да. и снова ныть начнем. Да, снова добьем.
Никакие тут Royal Guard не спасают. Жарко, капец. А что, нам по мосту идти? Да. Такой у нас вид открывается. Мост. Здоровый. Андрей, не прыгай с него. А, типа, первая часть? Ну, типа. Да. Вот. Ну, так-то, если отсюда посмотреть, Пермь уж не кажется таким красивым прям городом. Вот район, в котором у нас гостиница, он вообще... Он, по сути, это не центр, а мы сейчас идем к центру. Но выглядит он намного лучше, чем вот этот обзор. Ну, Раймонд тоже не очень хорошо выглядит, так что... Да. Тобой просто вот это. Да. Но, на удивление, что здесь такое заметно, здесь дах хренище самокатов. В Челнах, где по сути... В Челнах, по сути, где, ну, тоже население не маленькое, 500-700 тысяч человек. Там я ни одной такой станции самокатов не видел. А тут, ну, на одной улице по этих самокатов, блин, 4-5 штук станций. Тем временем асбест 60 тысяч. Да. Просто 2 деревенских чела. И вот огромная зелень. Огромный массив зелени. Верим. Плащ развивается. А вот тут РЖД. Заметь, я выкинул, я положил бы. Да, это ветер подкинул. Отсюда. Так вот, интересный вид открывается. В общем, Кстати, они очень низкая так-то. ну да, Андрей как-то немного повыше, кажется. В общем, тут снова теньки, уже полегче идти. Нам с этой позиции до магазина все равно далеко идти, да? Ну, нет уже, кстати, ближе. Куда это сюда, блядь? Давай. Здравствуйте. Это не микрофон. Это не микрофон, мне похуй. Новый PS5. Новую выпустили наконец-то. В общем, жопа. А еще узкие проходы ненавижу. Кто все узкие, типа пидорасы. Держи. Спасибо. Короче, идем по такому узкому переходу. Да, мы в кишке. А, мы могли справа пройти, бля. Ну ладно. Короче, идем, скоро уже дойдем до магазинчика. Прохождение DMC и Rail версии. Я заебался. Сколько еще этих миссий будет, блядь? Награды не дают. Наша цель — это аниме-магазин. Блять, нас автобуса снимали. Женщина достала телефон, нас такая снимать. Нормально. Нормально. Как он называется? Акиба. Акиба? Наверное, Да, мы, короче, идем в аниме-магазин Акиба. Акиба Стус. Да, вот наши позиции поменялись, мы спокойно прижились в мире людей. Идем затариваться 10 минут осталось идти. в аниме-магазин. А куда нам идти? Ну, километр осталось. ни хера. Налево, получается? Да? Вот нам, получается, в ту сторону идти. Везде, ну как везде? Сейчас мы такой в более лесистой местности, здесь более-менее теньки есть. Но это не особо спасает в 30 градусов. Учитывая, что на самом деле мы как елки надеты. Просто многие понимают, что ходить в косплеях — это же жарко. В принципе. А до тех... Жаркий понял, что ты хотел. Подожди, я тут паспорт взял? Я взял. А что? А, там нужно с 18 лет. А как мы зайдем? Никак. Нет, там вот заходить можно, только покупать. Андрей, все на тебе. Ну, как обычно, все на дан. Логично. Весь сюжет на ком, где на мне. Весь бюджет на дату. Весь бюджет мне в пулю ушел, блин. В общем, да. Ну так что, ты не взял? А? Там просто не знаю, можно ли фоткать. Бюджет мне в Фауст. Это, конечно, интересная Ну, система. тогда мы взяли. О, смотри, там какой-то Ви есть. Ви. И, значит, выкидыш. О, смотрите, Ви. Ви. О, Там посмотри. не хватает просто копироваться. Нет, типа Ви из 5-й части. Нет, из Киберпанка. Ну ладно. Посмотрите на эту местность. Или же из Катана Зиру. Вот здесь везде. Более-менее так. Тенечки есть. Фух, мы прошли много километров. Наконец-то добрались до 20-й миссии Акиба.
еще этот Сейчас я раздуплю. чудик снимает. Я, конечно, вот столько говна никогда не видел. Я Ужас, люблю, Андрей. это же каламбуры, я ж ничего плохого не имею против людей. Но все Лимон. обижаются почему-то. Лимон. 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 Подушечки. Дилды какие-то странные. Термостакан. Ладно, мы это вырежем. Постер. Постер. Плакат. Бля, вот это я красавчик. Кто? Ты? Да? Ты? Я? Ты? Я. Ты попой нюхаешь цветы. Вот это линзочки. Это контакт ленс. Лэнс. Лэнс, который ютубер по доте на Тинкере играет, наверное. Капец. Вот тут и по One Piece есть фигурки. Ну. То есть одну из них такую взять, как их потом перевозить? Чисто в сумочке. Не, я бы чисто взял, чтобы сломать. О, смотри, шапка. Ты любишь кабачки? Джиттер. Всем как бы любителям DMC запрещают заходить в этот магазин. Особенно с остальными предметами в руках, иначе вы сломаете это все. Ну я бы так сделал. Вот, поэтому он истинный хейтер DMC. Да. Куча пакетов. Пижам. Кирогуми. Это же Да, Кирогуми. Я Кирогуми. забил. Посмотрите на этого урода. Какой же это тварь. Сумочки, значочки. Нифига себе. Что за шапочка? Не знаю, я бы тебе такую вместо намордника купил. Да ладно, у тебя уже такая одна есть. Мне не нужна. Я тебе говорю. Брат за брата за намордник взят или так. Брат за брата за банворд Тут хватает. даже клинков нет. Что это? Блядь. Не, я видел пару клинков, но они были в самом начале. Но там не по DMC было. Так вообще насрать. Не, они там в начале были клинки. Если тебе интересно их посмотреть. Это они, да? Не, подожди, не, где-то Я видел. не видел. А, вот они. А, Вот они здесь. ну тут зато коршун есть. Метро. Хотите копию метро? Ну, чтобы крестьянин были. По заведам Папич, по приколу. Я не папич. Ты хуже, правильно. Да, мы хуже. Я, ты, папич. Ох, нужно воды попить. О, воздух, свежий воздух. Спасительный воздух. Ай, все равно сейчас солнце светится. Че, пошли в КБ? Какой КБ? Да любого. Да, тут монетка рядом была вот там. Просто еще пакеты же купить нужно, или в другой день. У Пакеты нас здесь. времени-то, блядь. Короче, вода просто нам нужна. Ну, вода просто нужна. Да, мы нуждаемся в воде. Что такое? Билда? Да. Когда тебе, трон. Его, короче, нужно внутрь засунуть как-то этот... В тебя? Открыть. Открой, В пожалуйста. тебя, Андрей? Засунем. Подожди, он же... Блядь. Нет, так он только откроется. Ну, короче, старпер не понимает новых трендов. Так я Дай это шарик. и делал внутрь, блядь. Я говорю наверх, блядь. По-моему, оно протекать начало. Да, я ему начал протекать. Давай это за дома оставим. Короче, Как минимум вот из-за этого. мы идем хавать. Мы погуляли, пили воду. Теперь пойдем хавать Макдональдс. И вырубать надо было. Сука, в этот момент. Вот мы пригнали в Мак. Андроксус. Вот здесь. Здоровое питание, общепит, набор массы. Быстрые углеводы — это говно, ребят.
Да, поэтому мы их едим. Я думаю, что... Короче, объясняю вам систему. За рубежом уже известны случаи, когда люди просто питались фастфудом, но при этом делили 2 порции, то есть 2, грубо говоря, приема еды на весь день. То есть у вас половина завтрака, половина обеда, половина ужина, половина полдника. И они при этом, вот, питаясь вот в таких вот заведениях, скидывали по 30-40 килограмм спокойно. Удивительно, что только они придумывают. Ты тупой, просто дело в меру надо делать. Но мы тоже в меру кушаем. Но на меня это никак не скажется. У меня это жировая прослойка на уровне. У нас у нас быстрое переварение. Так что ждем еды. В общем, решили зайти за сосо-соло и проверить заодно, что это за So Far Fried Chicken. Вот это чикен, да. Ну, я? А я кто? Кто? Прокачаем лето, добавим себе. Такое. But you already knew that. О! Да ну, а белый где, сука? Я бы купил и так поехал. Подожди, а может здесь еще и носки продаются? Может, носки Нам, взять? нам белый стул. Блин, вот в это место нужно было в косплеях прийти. Взять по стулу и сесть, да? Да. Завтра сделаем. Завтра же фест у нас весь день будет. Ну да, а ночь вечер. Ну, предночно свободно. Сюда с напитками, конечно, что-то мне мозги не пошли. Вон люди хлорки на их. Где напитки? Вот. А, ну да. Напитки определенно там. А, смотри, там сосо-соло есть. Вот и закончился первый день приезда в Пермь. Повторяю, это первый день, то есть не первый день фестиваля, а просто первый день. Что можем сказать? Мы погуляли, причем даже много. Гуляли, кстати, в косплее. Нажрались хламин. Да. Отрезвели, нажрались, напердели, насрались. Ходили в косплеях, на удивление, народ более-менее спокойный, но и в то же время как-то... Короче, антинефоров нет. Да, но и соответствия как-то городу не было. Прикольная структура города, но как Раймонд говорил, бля. Он для такой огромной, опять же, инфраструктуры, как сказал Наиль, он кажется очень бедным не по зданиям, а именно по людям, которые здесь находятся. Я хуй знает, может быть, тут все мажоры, вот это фрилансеры, они сидят дома, а обычный люд, который ходит по работам, вот он выглядит, ну, чуть ли не хуже, как у меня в Асбесте. Да, и... Это очень странно, я впервые такой в огромном городе, вот в ИКБ идешь там нахуй, все в цветном, либо все в черно-белом, но все опрятные, красивые, стрижки разные абсолютно. Здесь идешь, блядь, и вот бывают челы как под копирку, вот просто вот работяги работягами. И это хрен пойми, почему так, я впервые такое вижу. Да, и непонятно было, вот мы пришли в центр города, и ни одного человека неформала, там, ни одного анимешника, ни одного косплеера. В тех же Челнах, я не знаю, площадь чего города больше, конечно, но суть в том, что ты уже входишь на окраины центрального района, и все там появляются и анимешники, и люди покрашенными с волосами, там все уже, весь народ собран, здесь вообще никого. Ну, в плане есть люди, но просто люди. Поэтому такие вот первые впечатления у нас от Перми. Ну и добираться прикольно было. Да. Так Город какой-то, не знаю, полумертвый, что ли, блядь. Скорее просто нет активности, я бы сказал. Как на стримах. Вот просто город есть и все, как бы, и ничего. Такси дешевое, кстати, респект. И все, как бы. Да, разница с Асбестом, например, в 2 раза всего лишь. То есть не 80 рублей минимальное такси, а 150. Так что вроде и нормально, а вроде как бы свои особенности есть. Я бы, наверное, в Перми не жил бы. Да, я бы тоже. Ну, что-то... ЕКБ пока что вот из подобных псевдостолиц, вот опять же повторюсь, Москва основная, Питер типа солевая и культурная, а ЕКБ это столица Свердловской области. Вот. Так что, допустим, я бы, ЕКБ выбрал как минимум. И не только потому, что ближе, как видите, мы сюда доехать можем, никаких проблем нет, но по своему движу и, в принципе, разностороннему сочетанию людей, которые там живут, я бы все-таки выбрал ЕКБ, потому что, опять же, зайдешь в центр города, тут все было пусто,
А там музыкантов просто перебор. Трубачи, саксофонисты, ударники иногда стоят подбитые, играют, косят. А те же чертовы гитаристы, вокалисты, опять же, и клавишники просто на улице стоят, выносят блоки питания, ставят их и начинают играть. И это весьма создает определенную атмосферу центра города, где очень многие ходят, и тебе там приятно находиться. А здесь мы что-то прошли через мост, половину пробок схватили, Да. и все, больше ничего. Там в целом людей не было особо. В ТЦ зашли, ну, все, ну, ничего особенного. Да. В ТЦ, ну, ТЦ как ТЦ. Опять же, никаких групп, просто, ну, пару человек и... Единственное, что заметил, Наиль в самом начале, что в ТЦ очень много девушек. Почти Да. все без парней сидят. Вообще парней нет на улицах. Я не знаю. Ну, это в глаза бы не бросалось, если бы разница, ну, была бы минимальна. Но вот представьте, этаж целого ТЦ, и там парней по пальцам. 10 столов, за ними 27 девушек, это получается каждый по 3 места, 27 девушек и 3 парня, я там среди пар. Да. Сконцентрировались, а все остальные девушки. Где вы все? Или вы все стали масиками? Нам таких тоже можно требовать. Басюня. Да, мы тоже от денег не откажемся. А ну тикать будет, да, сейчас взорвется. Вы да, вот там масики пишут всякие, предлагают денежки. Вот, чё, ждем августа. Это как минимум новый косплей, потому что приедет для этого викторианского Вергилия. Да. Нас уже будет двое. Мультиверс, как нам показывают дорогие снимающие Человека-паука, можно доить до бесконечности. И вы это будете смотреть, а вы это будете смотреть. Да, никуда вы от нас не денетесь. Вот. Ну и опять же, город. Посмотреть. Можно приехать, но оставаться в нем нет. Ты про Пермь или про ИКВ? Про Пермь. На КП можно приехать жить, но опять же, если вы прямо из провинции едете, такие, сейчас это все порешаю, я уже работу нашел, меня взяли, завтра переезжаю, а работа у вас 40 тысяч, а за хату отдаете 20, кое-как справляетесь с деньгами, у вас там остается тысяч 5-10, вы копите на что-то определенное, допустим, минимум полгода, и вам что-то это уже не нравится. Поэтому, ну, думайте сами. Готовьтесь это как минимум. Да. Ну вот оно такой более-менее серьезной ноте. Мы закончим первый день. Оно опять тикает, не страшно. Нам оно зовется. Всем сладких снов, если вы этот влог ночью смотрите вдруг. И увидимся, получается, на второй день. Я, получается, раньше встану. Будем смотреть за Ну, для моим- вас второй день. Ну, просто следующим кадром. Для нас, вернее, второй день, а для вас, возможно, это все будет. В одну секунду переход. Не, это понятно, я про то, что для нас это второй день, а для них просмотр может затянуться до месяца. Что они могут это еще и в августе увидеть только. Влог? Да. Ты думаешь, я настолько ленивый? Нет, тебе сейчас. У тебя, в принципе, дела-то нет, наверное? Ну да, я с поступлением закончил, мне только ответа ждать. А, ты же тогда на учебе был, да. Угу. Поэтому он месяц выходил. Так что вот, еще прокомментируем ситуацию по поводу того, что мы завтра в первом не увидим, потому что первый день Виталику на Паникомиксе, на Фениксе не то чтобы и понравился, как в целом и фестиваль из-за его устройства. Вот, так что будем посмотреть. Люди там прикольные придут, пару человек точно. Ну, хайпанем немножечко. Да, надеюсь, нас там побольше людей узнает. Главное, не стесняйтесь подходить, хотя, блять, вы же увидите это после фестиваля. Так что давайте всем. Auf Wiedersehen. Да, всем пока. Прохладным утром, вот как начинается второй день. Да, я начал записывать не с того момента, как проснулся, потому что Раймонд еще спал, проснулся я без... Короче, в 20 минут 7 по местному времени, и не хотелось будить особо Раймонда моим голдежом, потому что мы очень поздно легли. Я точно не помню, либо без 24 мы легли, либо вообще полчетвертого, и... Ну, соответственно, поспали мы мало. Короче, здесь ничего не работает, что можно похавать. Оказывается, Мак работает только с 7, поэтому я сейчас туда и направляюсь. Вот тут и записываю. Но, да. Собираюсь там заказать этот завтрак.
И после вернуться, переодеться, накинуть макияжу и двинуть вперед. Ой, ё-моё. Здесь Мак откроется вовремя. По крайней мере, время уже 7. И он должен открыться, но... Не знаю, это так в дубльгисе написано. У меня часто бывает такое, то что может не совпадать, особенно если это связано с какими-то заведениями, которые могут менять свое расписание. Но, надеюсь, все осталось так же, как там и написано. Ой. Прохладненько, если честно. Я не знаю, по ощущениям сейчас как будто градусов 20. Я бы даже накидку накинул, но я уже вышел и... ой, бля. В общем, вот улицы такие более-менее пустынные. Машин почти нет, но как бы и 7 утра. Сейчас суббота, соответственно, мало кто выходит. А я иду в Мак. Есть ли волнение перед фестом? Есть. Ну, во-первых, очень много с чем нужно разобраться, да? Смотры, точнее смотр, репетиции. А у меня еще финт выступление получается раз на раз не приходится. И просто буду надеяться, что у меня рука не замкнет. Все нормально получится. Вот, поэтому надеюсь, все нормально будет. Потом потренькаться нужно. Да, там не один раз, по крайней мере, точно дадут на сцене порепетировать, чтобы почувствовать ее размеры и габариты. Единственное, я знаю, что сапоги меня точно не подойдут. В этот раз они не сломаются, потому что я в них ходил вчера, несколько часов гулял. Естественно, вы это могли увидеть. И сапоги не порвались, все нормально, все качественно. Поэтому с ними не должна быть проблем, потому что первая версия сапогов, там были проблемы, то что они развалились. А вот и Макдональдс. Опа. Я с самого начала хотел так-то снимать после выхода из гостиницы, но там сразу были пешеходные переходы. Я подумал, хоть и мало машин, но лучше я после перехода пешеходного достану камеру, чтобы особо на дороге не отвлекаться. Вот, сейчас будут выбирать завтраки. Машина тут уже ходит, но надеюсь, что и открыт блок для пеших посетителей. И заодно и покушаем. Ой. Надеюсь, Раймонд тоже влог какой-нибудь интересный снимет, потому что мы же не всегда будем ходить рука об руку на фесте. Будет интересно посмотреть, что да как у него. Я вспоминаю вчерашний стрим. Я уже подхожу. Смотрите, опа. Вот здесь такой переходик. И опа. Вот, справа от зеленого велосипеда получается дверка. Сейчас и будем хавать. Все, я заказал. Сейчас я ожидаю своего заказа с локатором. Буду сидеть. И после того, как я покушаю, вернусь в гостиницу и уже будем переодеваться. Делать небольшой макияж. У меня, кстати, тоналка протекла. И идти на фест. От места гостиницы до феста идти километр. Я думал сначала почему-то 500 метров. Но по сути тоже недалеко, но все равно гемор есть, потому что это расстояние, на которое и такси не хочется вызывать, но и на которое пешком особо-то идти не хочется. Поэтому да, пешком уж придется, наверное, идти. Просто непонятно, там переодеться или здесь. Одно Ямато обратили, 2. Вот, поэтому да. Сейчас буду ожидать своего заказа и будем возвращаться. Время 8:55.
прогон будет до 10. И вот тут вот такая вот прикольная, маленькая и, конечно, быстро рассасывающаяся очередь. Просто посмотрите на это. Как думаете, я успею вообще на прогон записаться? Считаю, впервые такое вижу. Ну, ладно. Вопросов, конечно, много, почему так долго запускают, но я буду ждать. Единственное, неудобно, я сейчас без Раймонда, у меня карманов никаких нет, все в сумках, все в руках, и приходится выживать. Я не знаю, как камеру снимать, когда у меня все руки заняты. Я сейчас просто часть вещей на пол сложил, чтобы буквально камеру взять. Ох, еще и жарко, ё-моё. Нужно было воду с собой взять. В общем, пришел я раньше Дантели, ну, соответственно, тренировать. Конечно, лоханулся, и на сцене не получилось отрепетировать. Но я был вдоль нее и примерно понял, как нужно примерно начать. И оказалось немного сложнее все. В костюме делать первую половину выступления это максимально тяжело. Потому что как-то рука неестественно нагружается, и все, короче. Буду надеяться, что меня, когда вызовут, я не лоханусь. Пока я жду Дантелю, он должен выйти с того входа. Сейчас покажу. Но, к сожалению, он еще не вышел. Девочки нас пофоткали. В общем, я жду Дантелю вон с того выхода. Ну, точнее, входа. Жду, пока он подойдет. Вместе с ним походим. Я же вам пока покажу, что, по крайней мере, я сам здесь увидел. Тут вроде до 3-го этажа здания есть, но не знаю, можно ли подниматься на другие этажи. Вот. Также попросил Дантелю заснять, в принципе, выступление. Может быть, он ее заснимет. А пока давайте, в принципе, вам покажу, что здесь есть. Девочки вас подняли, но первое, что, конечно же, бросается в глаза, посмотрите, с каким гостем я зареспаунился в этом месте. Та-дам! Опа! Смотрите, это Грейсон. И, не знаю, будет у него время, конечно, дать пару слов. Но давайте попробуем. Идем. Евгений, да? Я Мика, вообще, мое... Евгений, можно пару слов о аудитории? Пару слов. Что сказать вам? Ребята, косплейте. Посмотрите, пожалуйста, какой у вас классный Virgil снимает. Вот, приходите на Пани Комикс, приходите в мой паблик. Приходите же, правильно? Я там тоже сижу. Он там тоже сидит. Да. Увидимся. Спасибо. Вот. Побывали с Грейсоном и пошли дальше. Вот у нас тут есть... я забыл, как называется. Временный рынок. Опа. Ходить здесь посвободнее, более-менее, чем на Фениксе. Там пройти было еле-еле. Но, в принципе, вот если мы сейчас подойдем ко входу, здесь будет то же самое, будет толпа. А Дантели до сих пор нет. Ух ты, ё-моё. Просто посмотрите на это. Едет кар, машина едет. Я в шоке. Ладно, я поражен. Вся банда в сборе. Давай. Седая башка фоткается. Че? Че седая башка? А ты? Все плохо очень. На сфотку ты в курсе? Дубль 2. Теперь вся точно банда собрана. Андроксус. Если вы ни хрена не слышите, я тоже. Я надеюсь, вы нас хорошо слышите. Здесь, конечно, много шума. Джонни, спасибо. Кстати. А где он? У него виза закончилась. Точно, да. А кто такой Джонни? Ты дурак? И Микунич просил передать, что тоже не смог приехать. Да, Микунич, да, еще тогда говорил, что не сможет. Спасибо большое. Спасибо.
А как это сейчас произошло? Как эти? Подожди, а кто это нам передал? Тупой Джонни, не клич, ты забыл? Нет, Два фотожабера. Я понял, а как это? Знакомые откуда-то здесь. Чего? И, кстати, тоже какие-то подписчики ходили с моей подписью. Короче, я только пришел, потому что пиздец происходит, потому что мне принесли мазь этого самого Джонни. Да, ну это та мазь? Да, это самая мазь. Да. Спасибо вам, ребят, большое. Рот тут прям жопой жует. И это классно. Ужас, Андрей, ужас. Найдите меня. Обязательно. Тут такое чувство, как будто... Попросил найти его потом. Себа не я его. А что еще раз? Как будто у Авокардо 2 пистолета. Мы нашли Эбони и Айвори Андрея. Вот они. Дай нажал. Что я сделал? Что за технологии эти людские ваши? Я не понимаю. Чертяга. В смысле, черт? У меня Эбони Айвори забрали. Отбери. Отбери. Я не буду подходить к незнакомому человеку, отбирать его пистолеты. Говорят, что это мои. Там, кстати, началась сценическая программа. Бывший Вергилий. Офигеть, смотрите, Эбони Айвори. Не смотрите, я не мог по DMC, потому что вы вот нас не различите. Хочу сказать, Еда океана великий человек придумал. Вот человек, который меня снимает, как бы абсолютно не плагиат. Красивую женщину с сасной жопой, Байонета. И ну что еще сказать? В пиве ваша сила и мудрость. Пейте пиво. Пейте пиво пенное, будет рожа. Пошли с Грейсоном сфоткаемся. Грейсоном. Сейчас, подожди, у меня перебор. Информации. Нет, в штанах. Почему? Потому что там вейп, там жижа, там мазь. Положи все к себе, пожалуйста. А у меня тоже рюкзак есть. Просто всё, закинь. Я не... Короче, прикинь, там несколько раз машина останавливалась. Я говорю водителю, так есть мне фарковый. Я бы на его месте нас сбил. Ужас. А банда Спардовичей продвигается вперед. Что вам надо? А сейчас мы идем в сторону сцены. Зачем? Ну, не знаю, мы туда идем, я за вами иду. Кто? Я. Кто? Мы. Мы, банда Спардовичей. Вы не черти? Да, мы черти. День добрый, господа. Добрый день. Привет. Это студия, которая приходит бедная. Я ему чисто символически взял. Подожди, а зачем ты реально Энму взял? Я думал, что он будет тут что-то чем-то Джордан Жувана? Вот. Там уже выступление проходит. И мне нужно будет к своему блоку выйти за кулисы, а не там. Но, как говорится, это не мой брат выступает, мне... Вот, дальше там только за кулисы будут. Мы можем подняться на второй этаж там. Пошли. Пошли. Ну, что? Пойдем. А, вы типа за мной идете? Ладно. Ну, как всегда, Данте бесполезен, он не умеет ходить. Поэтому банда Спардовичей продвигается за мной. Блин, так классно из Андрея сделать оружейника. Он просто берет мои маты и с собой таскает. Просто посмотрите на этот хвостик. А вот и подъем. О, блин, а здесь походу... Я не застегнул? Как будто бы не знал. О, а здесь что, буфет, что ли? А что это? Буфет есть, еды нет. Вы так, кстати, не поел? Успеем. Я спрашивал у организаторов, а буфет будет на улице находиться вообще. Давайте вернее гардероб.
А здесь у нас что? Магазин. О, здесь у нас настольные игры. О, а здесь не так жарко. Ты имеешь в виду, что вариант как остаться? Что это? О, твоя тема? Мне интересно, он вообще рабочий? Я его сразу заметил. Интересно, можно вообще играть? Не знаю. Это хороший вопрос. Добрый день, а использовать можно? Без понятия. Ну попробуй. Пользуйся, не написано. Ладно, если что, меня тоже это ударится. Давай. Она разберется, конечно. Что там, педали работают? Что, они отдельно? Да. А ты бы стул взял с этого? Со стульчиком? Да, вот справа возьми, там лежит. Там просто вернешь. Пришел. Надо ловко себе включить. Если мы будем музыканты, наверное, берем у них инструменты. Нет, только если это клавишный или труба максимум с гитарой. Но я могу на полностью там. Вот как Данда зарабатывает деньги, когда нет демонов. А здесь же пустое пространство, по идее могу здесь потренить. Ну да. Внезапно, да? Внезапно, да. Опа. Идем искать нитовцев. Нам сказали, что они на 2-м этаже, но что-то мы их там сразу так и не увидели. Пойдем посмотрим. Ага. А, да, реально мы их залетели. Ух ты. Ривашоль. Человек в состоянии Что, сейчас как делать, да, встанем, будем
перед зеркалами. Смотри, какие там фигурки. Вон там. И очень плохо видно. Ну, мы сейчас еще успеем съездить. Ой, а там что? Какие-то мастер-классы. Второй, то, что забыл. Смотрите, лох снимает свой лох. Лох. И играем в VR-чат в реальной жизни. Также стоим у зеркала. Что такое? Ты что хочешь? А что, давай. А, ты про это? Там как-то пустого места можно было. Здравствуйте, господа. Здравствуй. Сами сфотографироваться можно? Можно его повесить? Так, Мы себе зубы. сейчас я вас поставлю, девочки. Девочки, я вас поднял. Спасибо. Ты фотограф. Ну что ты, вырывай. Да? Давай телефон. Что, куда сосать? На, держи. Давай в темпе. А, Ты не услышал? Да, так ты не услышал. По одному А, по одному? Тут глухой. Видели бы они, что на вчерашнем стриме было? Жара. Жара. Ну, пошли, что встал? А, подожди, а сколько время? А, как оказалось время? 11:13. Но мне нужно будет в 12:30, получается, зайти. Девочки, мы спускаемся. Мы теряем гантелю. Power? Это power? Это power? Это супер. Это power. Следуем за гантелей. Интересно, мы как потом зайдем? Как обычно. А, ладно, типа отдельный вход для тех, кто уже оплатил. Ой-ой-ой. Ничего себе вы меняетесь. Только отвернулся уже. А чё? Никаких пыток. Ух, как на улице свежо. Ой-ой-ой. Сегодняшний день был плохим от начала и до конца. А что случилось? Да я просто... А. А куда он? Его А, позвали на попросили. какую-то локацию сфоткаться. Папа! Папа! А! Привет, папа! Встретились! Я так долго тебя искал. Ты ушел за Power и не вернулся. Там дядя, кстати, тоже ходит. Он там с фотографом. Дядя! Ты тоже? Семейные фото будем делать. Офигеть. Все, расходимся Все, пока что. банда Пока по Спардовичей. Вот, но меня банан 15 сейчас кофе. Банан хотите? Ой. Мы пока сытые. Так, пока расходимся. Так, что у нас было первое? The happy life. Your mind. Чего двуручный хват? Он не берет двуручный хват, понял, да? Подскажите, как лучше, если она будет бросаться, когда я потом еще положу? Объясни, чтобы оно не было. Тут реально какой-то начинается.
Как там дальше? На эсочку уже зашло. А? На эсочку зашло. Будете крест добивать? Да. Ну да, поменяемся. Да. Он так-то жить на самом деле, да? Интернасилие. Кто кого? Это я придумал. Нужно попить. Там есть кулер с водой. Да. Там есть кулер. Настал момент истины. Начался блок. Неправильно, настал момент истины. Узнаем, кто сильнее обосрется. Да. Начался блок, в котором будет мое выступление. Надеюсь, мы на него не опоздали. Он, кстати, идет в негру. О, на игру. Вот, кстати. Можешь, кстати, сфоткаться полностью. А? Можешь сфоткаться с тремя теперь. Я уже с двумя фото предлагаю школу. Все равно можно вместе. А у меня сейчас выступление будет. У вас выступление? У меня одного. Я тут на приколе. А ты тоже, как и я, бомж? Нет, я на хайпе. Ты на хайпе? Ты просто как косплеер заявился? Да. Надо бы, кстати, следующим Получается, мы еще один такой? Да, кстати. Да. Сарика заказывал. Ну, разумеется. Бомж. Ты тоже или... Да. Но мы богатые бомжи. На шеях сидим. А? Да. Я когда-нибудь тоже закажу Мичнера. Когда-нибудь. Вы помните, сколько он стоит, не знаю? 10 тысяч. Сколько? Да. 10. 10. В телеге стальной с нажимным элементом 10. Похуй, спонсирую. Правда, весит 6 килограмм, но ГСБ реально. он с ним ничего не сделает абсолютно. Мне мамики говорю, теперь у меня есть мамик. О. Когда будет На как что, маленький? мы трое с мамиками. Да, мы реально с мамиками. Семья с Когда пардой. надо. Женщина умерла, мы все равно чисто шейх сидим. Да. Так охуенно. Все, да. Погнали. Я, наверное, сейчас воды набьюсь. Да, напьюсь. Потому что я пить хочу сильно. Вот там вот на лестнике была просто огроменная очередь в 8 утра. Как на парагон записаться, честно, хер знает, ребят. Вам, походу, в 7 утра приходить нужно. Потому что очередь была просто огромнющая. А, кстати, охрана говорила, типа, может быть, нужно было на полчаса раньше начать. Вот, я о том же, просто на прогоны многие не успели. Да и хрен с вами, у вас улица, если для этого. Ну да. Выходите и махайте с патрулей. Вот, так что сейчас пойдем и будем творить трэш. Классный канал, классные мемы. Ваша мотивация должна быть у него. Да, и не расстраивайтесь, если у вас клинок выпал во время выступления. Я нихуя не увидел, мне грустно. Ой, это ужас, ребят. Я увидел, но это был не ФЛ. Это было фича. Это, да, это так и планировалось. Да, все так и должно было быть. О, ужас. Это было ужас. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Я сейчас 100% предугадываю реакцию Раймонда. Я к нему сейчас... Чё, как? Какой ты жиденький, просто пиздец. Как ты жиденький это сделал просто. Насколько это было стрёмно? Это была жидкость из жидкости. Насколько это было стрёмно? Да, на самом деле пойдет, типа, Потом справился. выступил. Ну, вылетела с камней. А вы это сняли? Да.
Это ужас. Косплей. Все, погнали на улицу. Погнали на улицу. Слушай, сколько народу вышло, когда ты вышел? Полиция уходит. Все, теперь можно выдохнуть. Блять, слушай, вот чего я думал, я зафейлю это движение, а не просто клинок выроню. А ты то сделал? Кринж? Да. Это наша работа. О, пойдем к фотографу наш скат. Сейчас, подожди, он будет занят, я забыл, как его зовут. Йорк. Да. Это ужас, да? Почему нет? Ты сказал сначала обосрем, потом поддержим. Ну, это ты просто так начал. Я наоборот так не хотела. О, блядь. Ну такого я не ожидал. Ну хотя бы эффектно появился. Ну, там тебя давно держали в зале. Я надеюсь, меня было слышно с другого конца зала. А ты что делал? Ройлгард Виталий крикнул в конце. Было так громко. Ой, блядь. Ужас. Какой же ты бездержать, что я такой. Скинешь это видео, можешь сейчас прямо на YouTube выложить. Типа обсервит. Виталий не посрался. Смотри, power. Ты че человека пугаешь, блин? Ты что, ты помнишь, ты же чукча, блин? Смотри, Power! Power! тебе не нужна сила, брат. А мне нужен ум. Я сомневаюсь, что это еще более доступно. Нужно еще попить. Попыт. Нужно попить, да. Блядь. Я так в себе разочаровался. А я не верил. Ну вот, я выступил как, вы увидите. Я уже знаю как. Да, Раймонд лицезрел, он снимал. Но мне еще сказали сотрудники, что у них какая-то есть спецтехника, которая тоже съемку ведет. Я попросил мне скинуть. Если что, я и ту версию скину, как и зрители видели, как и операторы. Вот это у нас один из Вергилиев, как Шамиль. Здравствуйте. Так, что хочу сказать. Фест происходит чудесно, куча народу, куча красивых людей. Что, выступление, ну, тоже на уровне, кто бы что ни говорил. Что, я бы завершил словами про пиво, но это уже мувитон. Эти пиво пенное, будет рожа невъебенная. Ладно, Андрей все сказал. Bad in heaven. Вот, поэтому, ну, пока продолжим ходить. Что-то там делать. Сиди, чтобы вы понимали. Ну да, я сижу, отдыхаю. Я так вспотел в этом костюме, вы не представляете. Здесь все из кожи и потею. Ну, на удивление, был смотр, где люди проверяли, что ты сделал сам. Ну, я подхожу, меня судьи окружили, я думаю, все, начнется расстрел мой. Спрашивают костюм, я говорю, мне швея шила, сапоги, сапожник. Ямато купил на Алике, Алик. И меня похвалили! Меня похвалили, сказали, как классно! Какой классный пошив, я такой думаю. Впервые комплимент, наверное, в жизни услышал, да? Да, я вообще думал отрицать. Они же это смотрят на самостоятельность, а у меня, ну, самостоятельно только макияж. Самостоятельно, все нормально. Ну, по сути, да, но это другой человек сделал. Все, вставай, пошли. Я, короче, прям удивился с этого. В общем, мы уже дома. Я выдохся. До хрена часов провели на ногах. Причем усталость намного сильнее, чем на Фениксе. На Фениксе я был, ну, почти 10 или 11 часов на ногах даже. Но это еще учитывая то, что я не был там выступающим, был бы я там выступающим, я бы там часов 14 провел вообще. Причем я также был в костюме Вергилия, а здесь всего за 9 часов я пропотел настолько сильно, насколько это вообще возможно. Мой костюм впервые покрылся вот этой белизной от пота. Про свои тканевые штаны я вообще молчу, они стали вторым Майклом Джексоном. Все, тело максимально разлагается, стопы ушли в ноль. И максимальная активность людей. Много кто подходил, много кто разговаривал. Фотографы вообще, им отдельный респект. Они в огромном количестве сами подходили, говорили там фоткаться условно так-то, так-то. Например, сравнивая с тем же Фениксом, фотографы, они, ну, вообще не подходили.
все фотографии, которые я там видел и которые я сам делал, это просто было моей инициативой. Я не говорю, что это, возможно, плохо и так далее, просто это особенность паникомикса, что здесь люди очень активные, и по народу даже было ощущение, что больше, чем на Фениксе. Просто капец. Опять же, очень многие нас узнавали. Поначалу я надеялся, что, ну, просто что будут хотя бы люди, которые просто нас будут знать. Типа тут- человек 20, там, ну, дай бог 30, не 100 с лишним. В одном месте. Да, и загадкой остается то, что люди, живущие издалека, Каким-то образом нам переслали 3 подарка. Энергетик, наклеечку и мазь. Джонни, энергетик. Не помню, кстати, его просто нам передал кто-то. Даже да, не сказали кто. просто передали. Да, мазь Микунич, Джонни и стикер от Скорпиона, назвав его Никитой. Да. Мы бы, да, как? Очень много чего удивительного было. Ух, нужно будет еще завтра пойти. Скорее всего, мне придется очень долгое время кемперить, сидеть в этом душном зале, зале этих гостей, ну, которые смотрят сцену. Потому что в прошлый раз я мог забить и во второй день гулять, потому что, ну, я знал, что мне там нет смысла особо находиться, кроме как посмотреть на выступление, потому что там в основном второй день он отличается тем, что там призовые активности, то есть, например, ты победил в такой-то номинации, там вызывают, а здесь, ну, я думаю, у меня хотя бы маленькие шансы есть, если вы уже посмотрели выступление, но оно не очень по плану пошло. В общем, да, поэтому придется мне кемперить, да и тем более, тут может попасться приз не то, что от судей, от зрительских симпатий, всякие компании, которые там составили бюджет этого фестиваля, они также с своего лица могут выразить свой фаворитизм выступающих, поэтому... Самое всратое ранение Глинка. Поэтому нужно будет смотреть, если чтобы вызвали, там, выбежать. А так это огромная трата сил. То, что будет на Гикконе с 25 по 26 августа. Дело в том, что нас узнали довольно популярные люди, которые живут в этом самом Екатеринбурге. Это 2 классные швеи. Ну и в общем, они там ждут нас всей своей огромной компанией. Что будет с нами там? Вопрос остается открытым, как и очко, пока что. Поэтому это просто безумие. По сравнению с Фениксом, это словно 2 разных мероприятия. Хотя, по сути, насколько я понял, по иерархии фестивалей Феникс вроде больше должен быть. В общем, да. Вообще удивительно, что я прошел программу, как бы выступал. Хоть и неудачно. В общем, людей много интересных было, даже Шамиля встретили. С ошибками, а не неудачно. Да, с ошибками. Ну, неудачно, посмотрится на результатах этих симпатий и призов. Ну, опять же, твое выступление, ну, дефолт максимальнейший, просто насмешечка плюс покрутил катаной. То есть, ну, прям чрезмерно думать о том, что возможно что-то выгорит, я бы не стал. Типа, неплохо, но дефолтно при этом. Что там у довольно многого количества людей. Ну, просто мне конкретно тяжело судить свои шансы, просто потому, что я сегодня ни одно выступление не смотрел. Я не знаю уровень людей, потому что косплееры, которые могут ходить на фестивале, они не обязательно выступают. И поэтому мне пока непонятно, с чем мне конкурировать нужно было. Поэтому завтра будет все понятно. Ну а так, нужно сейчас похавать, помыться, восстановить немного силы. Вы бы видели нашу одежду, конечно. Помыться, посидеть, высохнуть, отдохнуть, только потом идти хавать. Да. Ох, и потом, ну посмотрим. Потом суп с котом, давайте. Наконец-то мы помылись, немного отдохнули. На фесте было не до еды. Сейчас до еды будем восстанавливать недобор калорий. И зато купим себе прибамбасы, которые внезапно закончились. Носки. Представьте, носки могут закончиться. Вот, увидимся, когда рак с горы упадет. Вот и прошел второй день.
Перми, и первый день фестиваля. Мы плотно поели. Ну, не совсем плотно, короче, просто поели Мы поели, грубо говоря, первый раз за день. за день, да, потому что проснулся он часов в 6 с копейками. Черт возьми, громко. Проснулся он часов в 6 с копейками, да? Ну, 6:20 примерно. Вот. Я 8 с копейками, и он там успел поесть. Ну и, грубо говоря, мы поели время 23:40, 2 часа назад. То есть мы почти 12 часов были без еды, даже больше. И причем лично для меня это как-то было не особо заметно. Да, причем находили мы 30 тысяч шагов. То есть, Даже больше. Калории потери, да, там такие адекватные. Но если вправду почему-то не хотелось. Особенно учитывая то, что мы и крупно потели, там и побольше будет потери. Да. Так что, капец, ну активности было дохренище. Надеемся на то, что второй день будет еще хуже, чем сегодняшний. Чтобы мы вообще на ногах стоять не могли. Да. Это просто того стоит. И посмотрим, что там будет по призам. Потому что там придут еще новые люди. Их будет, по сути, еще больше, чем вчера, сегодня вернее. А почему новые придут? Ну, как минимум. А, Мгм. Вот. Ну, Грейсон разве что не будет, он один день же приехал. почему? Или на 2. Он на фулл фестиваль приехал? Я не узнавал. Ну, ладно. Фига. Ну, типа, Я, думаю, я- что если он не дико, то его позвали, то, скорее всего. я, кстати, не удавался. Но это можно завтра проверить. Ну да, просто зайдем. Очередь вначале будет такая же, просто она пройдет быстрее, благодаря вот этим вот браслетам, которые выдаются всем. Да, поэтому... Единственное, что я не понял, что за веселая обманка с Исламом Ганджаевым. Типа, хотел Да, фоточку, его не было. а его не было, да. Ни стенда, ни очереди к нему. Поэтому... Может быть, сделали систему первый день Грейсон, второй Ислам. Может быть, мы просто этого не поняли. Второй день принял. Поэтому посмотрим. А пока еще не спокойной ночи. Да. Потому что, Стрэм. да. Но вы об этом не узнаете и не сможете на него прийти, он закончится уже к этому моменту. Да. Поэтому увидимся позже, перед сном, наверное. Вот подходит день к концу, точнее, уже новый день начался, но именно в плане... Ну, просто ощущение, этот день уже подошел к концу. Будем готовиться к завтрашнему дню. Не то чтобы прям рано вставать, но согласитесь, когда вы встаете в обед, для вас это все равно будет рано. Будем искать хавку и пойдем на второй день. Посмотрим, что там будет. Блядь. В общем, будем... Хотя, скорее всего, Раймонд и я, скорее всего, будем либо раздельно ходить, либо нужно что-то придумать, потому что, как минимум, я точно буду сидеть в зрительском зале и кемперить номинации. Просто если, допустим, Раймонд тоже захочет как бы выйти, ну, блядь, ему либо со мной придется кемперить, либо что-то придумывать. Ну да. А сколько она начнется? Это нужно по расписанию посмотреть. Да он такой длинный, капец. Поэтому завтрашний день будет немного необычным. Будем смотреть, сколько с нами людей будет фоткаться, особенно когда они наконец-то узнали, что мы, блин, прибыли в Пермь. Ура, Ура, последний день. да. В начало последнего дня. Ну, как для фестиваля, это последний день. Ну, в плане фестиваля. В общем, да, увидимся, наверное, уже завтра. Всем спокойных снов. Всем здорово, ребята. Утро доброе, да. Да, утро, 8 утра. Мы про- в щи. Да, зато проснулись. Будем готовиться, чтобы прибыть на фестиваль. Поесть. Да, и поесть. Так что увидимся позже. Фух, мы наконец-то похавали. Мы поели. Искать заведение в этом городе максимально прикольное дело. Потому что лично меня каждое KFC и Мак это отдельное здание, и в принципе даже без всяких тугисов, дублигисов это сделать можно просто слепую.
Если вы, конечно, знаете, что они уже являются ребрендингом, и они тупые, как я, и видите их впервые, потому что не ходите по ним. Да, а здесь они прям в зданиях сидят. Ну и плюс до сих пор остается непонятной загадкой, почему все рестики и кафешки не работают. Потому что постоянно на KFC питаться тоже не прикольно. Да. Что за дискриминация выходных дней? Чертовы быстрые углеводы они насыщают, но потом, опять же, вы берете и все больше и больше есть. Ну, не то, чтобы больше, а чаще. Нежели если бы вы, допустим, там бахнули какую-то огромную тарелку каши, допустим, в тазик, как у меня, например. И просто стабильно поели 3-4 раза за день и не паритесь потом по поводу этого вообще. А тут хрен пойми, как, ну, опять же, состав продукта. Вроде как люди едят, значит, можно. И нам, чертям, тем более. Поскольку обычно люди посещают как туристы города в выходные дни, то я могу предупредить сразу, что Пермь, как город для туристов, вам будет здесь сложно, в принципе, жить, потому что еду здесь найти во время выходных — это такое прикольное дело. Опа, Поэтому... слушай, Виталик, А, нам пора на войну, почему? на полигон. Пивной полигон. Пивной полигон. Пивной демон. Боза. Я в Дубае. Дубае. И вот это все сейчас не работает, поэтому вам либо придется с собой что-нибудь приносить, либо... Ну, либо просто зайти в соседний магазин, купить там крупы, прочих приколов. Но это если у вас кухня будет. Да, а у вас ее не будет, скорее всего. Либо же нужно будет брать другую гостиницу. Потому что вот эта шопа. Да. Вдруг будь мы сейчас в том же Екатеринбурге, который тоже миллионник. Там вот полторы минуты позволено проехать в машине и секунд 15 только для пешеходов. Не больше. 15-20 секунд на 1,5 минуты для проезжей части. Складывается ощущение, что Пермь — это чисто такой город для отдыха, именно в понимании просто спать и спать. Да, потому что смотреть тут в большей части не на что. Выйдете там, не знаю, чутка за пределы новостроек, либо же построенных совсем недавно домов, и которые лет 20, которые максимум. И все, вы как бы это. Как будто вы в другой город приехали, Мухосранск какой-нибудь. Просто побольше. И все. Да, поэтому такие вот дела. Как почти дошли до гостиницы. Это быть точнее, это дошли? Ну да, осталось так пару шагов. Так что увидимся уже в следующем кадре. Ну, за рубежом как-то, знаешь, места для косплеев более странно выглядят. Ну и наоборот, не странно, а привычнее уже для меня. Потому что, мне кажется, они в каких-то огромных ангарах просто обустраивают местность. Ну, я смотрел... Там потолки просто метров по 10. Посмотрел, они обычно в ТЦ проводят. Тебе просто арендуют какой-то из этажей и организуют там сцену. А это же как должно повести, чтобы на этом этаже площадь была не занята? Нет, они арендуют, чтобы не была занята. А, тебе просто говорят, у нас сегодня выходной, идите к черту. Ну, покупают. Понял. Мы оделись. Я оделся, как видите, немного по-другому. Это испытание, блять, на прочность быть в фулл косплеях. Ты решил фул быть? Когда так оделся? Нет, имею в виду то, что вчерашнее испытание, блядь, было в фулл косплеях ходить. Поэтому идем мы в губернии. Опять. Да. А вот единственный плюс этой гостиницы то, что шагать в принципе недалеко. Если смотреть по картам, пишет вообще ровно километр. Но на этом плюсы заканчиваются. Да, внешне выглядит примерно вот так. Внутренне выглядит классно, но внутренности, то есть апартаменты, сами квартиры, это, ну, ремонт есть, ремонт безусловно есть. Хороший, недавний, судя по всему, не засрано, ничего, убираются с кайфом. Но наценка. Но размер
этих хором, это, ну не знаю, это меньше моей квартиры, за которую я отдаю 4000 в месяц. Вот. А вообще, я когда был в Казани, я снимал хостел. Там была комната 4-кроватная. Площадь у нее была чуть больше, чем это. И за нее я отдавал 1200 в день вообще. И при том, что там была и кухня, и туалет. Поэтому здесь тоже такое под вопросом. Какого черта? Ну да, цена... Я бы понял, если бы это была какая-то супер-пупер элитная, брендованная, или там середина какого-нибудь города, столицы и так далее. Но это просто обычная гостиница. А район вроде бы не особо элитный. Мы тут гуляли, шастали вчера. Что-то такого особого. Здания некоторые выглядят классно, и недавно перекрашенные, но, допустим, вот. Вот это позади меня. Что это такое? Очень странная конструкция этого города в плане того, что вот идут старые здания, хопа, одно новое и заново старые. То есть нет такого, чтобы было четкое разделение, что вот этот район чисто новые здания, и потом уже идет разграничение со старыми. Нет, все вперемешку идет. Еще более странно выглядит, когда какая-то территория цеха, и тут сразу через метров 20 жилое здание. Там еще и рынок, и здание в здании в здание, и так далее. Как вот мы вчера происходили, рассказывал. Да. Просто пристройка рынка к пристройку здания, в которой еще есть одна пристройка здания и еще одна пристройка здания. В этом плане какая-то странная урбанизация. Может быть, пермчане просто привыкли к ней. Либо же это еще обусловлено вот такой вот неровностью. Да, Все идет вверх, все идет вниз. в этом городе тяжело ориентироваться без карт. Разный ландшафт, разные уровни высоты. Причем на одной параллели. Метро вообще нет. 0. Хотя город, ну, Вроде же метро в миллионниках только ставят. так это тоже. Это тоже миллионник? Ну, по-моему, должен быть, нет. Я не смотрел. Ну так и не скажешь, что это миллионник. По улице. Ну хотя да, сейчас. Ну, в таком случае можно сказать, что это даже и не полумиллионник. На улице народу как в Азбесте. Трафик. У Даже меня, меньше, я скажу так, у меня. у меня в Челнах больше трафик. Да. У меня по городу больше людей ходит. И Это, машин знаешь, это тоже. чисто не влог фестиваля, а влог обсирания Перми. Раскрытие всех сторон. Да. Положительные тоже есть, наверное. Наверное. Не, положительно, на удивление, очень дешевое такси. Да, типа, ну, с тем же самым Азбестом 80 рублей минималка, тут, ну, от 150-200 в среднем. А у меня в Челнах даже дороже выходит, ребят. Нам условно сколько вот с этого магазина до дома ехать нужно было? До сколько километров? Не помню. Я не помню. А сколько Ну, вышло? 260 рублей. И, короче, я примерно сейчас скажу, ребят. Примерно час-полтора ходьбы это нам заменило. Да, там где-то километров было, наверное, 8 или 10. И чтобы вы понимали, если бы я в Челны на такое расстояние заказал бы, и дорога была бы идеально прямой, там без особых разворотов, у меня бы в городе это вышло еще дороже, не то что дешевле. А в Екате тоже я только приехал. И мне нужно было на относительно другую часть города. Там, по-моему, тоже рублей 200 заплатил. За 10 минут поездки, получается, сколько? 40 км в час и 10. Ну, получается, где-то километров тоже нужно было 8 проехать. У меня бы на 8 километров в городе вышло бы чуть ли не 400, а то и 500 рублей здесь. А как-то дешевле с такси. При этом ладно бы еще Пермь понял на ЕКБ. Причем это была еще и ночь. Может, просто в это время таксистов много вышло? Они подкручивают, это же Яндекс, это нормально. У них ночные тарифы всегда дороже. Тем временем мы почти прибыли в губернию. Назначения. Да. Нам, получается, нужно вот идти прямо, и где вы видите парковку, нам нужно завернуть направо. Шлагбаум, вот он, вот тут направо. Да, вот шлагбаум такой вот оранжевенький. И дальше идти направо. У нас та гостиница расположена, что вот мы сейчас идем прямо. Нужно прямо где-то метров 800. И остальные 200 метров это просто идти по диагонали направо. Мы так выйдем в губернии. Вы сейчас видите контраст, от которого офигеете. Вы видите старые здания, 0 людей. А если есть, то ни одного косплеера в округе. А когда мы буквально эти 100 метров пройдем,
все буквально поменяется. Да, поэтому я предлагаю тебе камеру не офф делать. Просто. Я сейчас зарусь, это вообще никого в плане очереди нет. Хотя сегодня, кстати, не просто день, не просто все приходят второй день потусить. Сегодня второй день полноценных огромных выступлений. Особенно парных дефиле. Вчера их было мало, сегодня их будет куча. До 8. До 8 вечера, чтобы вы понимали, потом еще час будут итоги подводиться. Я думаю, мы все-таки как-то посвапаемся, то есть побудем здесь часов 5, пойдем домой отдохнем, полежим час, чтобы ноги не охренели. И в том до конца придем. Вот, как-то так. Я помню в Казани, когда я подъезжал к ДК Ленину, где проводилось, там уже за километров 5 просто люди ходили в косплеях. А вот посмотрите картину. Здесь не то, что косплееров, здесь людей нет. Причем, 10 часов даже, наверное, самые, сонные работяги уже проснулись, как это обычно бывает. Если только первый раз смотреть, будет чувство, как будто ты бесконечно это играешь. Да. Типа старое здание. Старое здание, Не считая машины. Да, вот единственное, чего тут нет, почти нет, это развалюх. Это ездовых гробов. В основном все это иномарки, причем абсолютно разных цветов, начиная от дефолтного белого и коричневого, вот как вот это, заканчивая фиолетовыми и подобными токсичными цветами наподобие зеленого. Вот. И дома идут круглые. Вчера, пока гуляли вечером по моей инициативе, нашли очень странный скругленный дом, который просто как будто бы обрезали, так как дорогу возвели. Он выглядел очень странно. Вот мы, собственно говоря, почти и на месте. Но, пермчане, не обижайтесь, мы ваш город не обсираем. Скорее, просто сравниваем особенности, побывав в других городах. Как-то Пермь выделяется среди них. Она и не то, и не сё. Это очень странно. Вот уже там, где стоят машины, там уже начинается территория губерний. То есть как бы нет такого, такого актива, как в миллионнике, но при этом нет такого вайба чила, как в провинциях. Что-то такое промежуточное. Причем больше в сторону все-таки, наверное, мне кажется, провинции. Потому что, в основном все стоит. Да, я здесь каких-то активностей не видел. Даже условно в Челнах как-то больше проходит. Просто идешь по огромной улице, по длинной, и видишь человек 10 максимум. Машины, трафик есть. Но, опять же, такой же трафик у меня примерно в городе. Тут, не знаю, люди как будто в один момент решили вымереть, когда мы приехали. А что правильно, зачем нефоров на улице видеть? Правильно. Дома лучше сидеть. Да. Вдруг опасные нефоры. Паучан. Ну да, что-то как-то не густо слышишь вообще. Но на второй день обычно меньше народу приходит. Просто как бы лишние 600 рублей никто тратить не хочет. Ну, если они сразу билет на 2 дня не покупали. Бля, я, наверное, сразу к кулеру пойду. Не один ты. Тоже пить хочешь? Да. Смотрите, даже очереди нет. Ну, потому что мы пришли-то попозже. Мне, наоборот, волонтеры говорили, пораньше приходите, иначе очередь будет. Мне кажется, все так и сделали, поэтому тут очереди. Сейчас посмотрим, оценим обстановку. Заскамили. Должно быть не то чтобы и меньше. В общем, вот и контраст. Его нет. Сейчас посмотрим. В общем, вот мы на фесте. Опять? Да. Нам дали цигарки. Спасибо большое, ребята. Также мы встретили еще одного Данте Маркили. Которых вы, не про большие аргументы все-таки мы говорили, но... Да. Нормально. Нормально. В общем, да. Чем сегодня будем заниматься? Секс. Сегодня ажиотажа поменьше будет, поэтому времени будет побольше о всяком поговорить, наверное. Хотел бы, чтобы его не было, чтобы нас отсосали. Да. Пойдем к Грейсону. Опять? Зачем? Так были уже. Нас, по-моему, фоткали. Да. А ты, как обычно, жопой стоял.
Меня жопу фоткали. Нас обоих только что. Что ты? Того думаю, что делать будем. Ходить, смотреть, кто новый, кто старый. Погнали. Что мы просто тут перегораживаем? Это не это же вот этот чел. Коджи? Да, это Коджи. Оваймо. Они вот эти все парики, у которых волосы должны идти вверх и назад, они не очень сделаны оттуда вперед. Ну это, в принципе, тяжело сделать такую херню. Ну, тогда я тебе фотку скидывал парную Данте Вергиле, там классный парик. А там же еще на фотках фотошопить можно. Пойдем. Извините. Сегодня гораздо меньше косплееров. Мне кажется, все уже пришли для прийти. Чисто в Либо кто-то повседневный. другой пришел, не знаю. Так, На второй? надо пойти пофоткать фигурку. Так. А, вон он, все, я нашел. Он, Вот Данте он стоит. хотел его дать, да. Там и Данте есть, и этот из Resident Evil. Ада. Забыл, да, как его зовут. Ада Вон. Ада вон. Вон. Что ты? Пошли на третий? Рот открываешь. В принципе, с Данте можно устроить перестрелку. Сегодня народу... Не надо. Сегодня народу гораздо меньше. Чтобы вы понимали, раза, наверное, в 5, а то, наверное, и в 6. Просто даже пройти можно. Не то, чтобы этого нельзя было сделать вчера, но сделать это можно было бы из трудностей. Что? Водопол? Случайно больше. Тоже просто место для... А там еще народу нет. Ну да. Вчера, кстати, тоже не было, помнишь, типа, когда я сидел за фоном? Кстати, я это снимал, нет? Да, я тебе вообще камеру ставил на угол. Может, да, вспомнил. И нужно было ответить, ну что там вы? Сравнил свою волыну, сравнил свою пушку с моей волыной. Посмотрим кого. Сегодня даже народ не мешает идти. Ну, посмотри, пустая площадь. Это, возможно, пока что. А? А где Привет снова. Я спотел. Жарко невыносимо. Шамиль! Наверное, там есть феминная версия. У меня, короче, вчера друг вас не признал сначала, а потом на фотке снова увидел. И он не сможет с вами сфоткаться, поэтому есть просьба, чтобы вы вот так вот встали, и я его потом прифотошопила. А как мы встали? Нет, ну чтобы вы просто вот так вот встали, типа вы пустоту обнимаете. Только А, при фотошопе, точно. А он насколько широкий? он вот такой. Как ты? Такого. Он по комплекции такой же, как я, просто у него спина шире, у него талия уже, поэтому он так выглядит. Ну вот он по талии такой же, а плечи вот так вот. Да, потому что это на фоне единого. Сегодня народу меньше. Как видите, в принципе, и зрителей, и фотографов. В принципе, понятно, я еле-еле 8 встал. Народ, скорее всего, также просто не выспался, отсыпается, либо просто не пришел сегодня.
Особенно если кто-то не уступал в первый день, то у него, может быть, и не будет мотивации, чтобы прийти на второй. Вот. Сравните площадь, как было вчера, и вот как сегодня. Просто нет. Поэтому пока будем стоять, будем сами что-то делать. Вчера нам прохода не давали. Ну, возможно, во вторую половину дня опять же произойдет то же самое, но посмотрим. Смотрим, да. Тем временем время уже достигло 2. На улице жара, пиздец. 35. Да. В рот ее. Раймонд, как всегда, энергичный, ему все нипочем. Потому что я приехал флексить. Понимаешь, мне твоего движа не хватает. Абсолютно. Ну, видите, как по-разному бывает. Лично жара уже заебывает, и с утра, блять, на каждом шагу засыпаю уже. Ну, надеемся, что конец августа принесет, ну, хотя бы 20 максимум, там, типа 15-20 градусов, ну, не 35, как сейчас. Бля. А там обязательно на второй день приходить? Ну, а также объявлять будут победителей и так далее. В принципе, уже пофиг, кто победит. Да. Что с тобой не так, я не понимаю. Ну, чувак, когда ты будешь посещать уже не первый фестиваль, а не второй, ты уже сам поймешь это. Пока ты их посещаешь мало, тебе этого не понять. Это чисто флекс на один сезон. Либо же на семестр. Раз в полгода, там, не знаю, раз в 3 месяца. Я тебе говорю, просто посещай их часто, и все, и поймешь. Мы на себя работаем. Вот. Нам это нужно для развития. Не просто же так. Фоток сколько будет, люди будут снова узнавать. Типа спрашивать, а они тоже там были, капец. Соответственно, это, ну, поднимает нашу популярность. А мы, собственно говоря, за этим и пришли. Мы за деньгами и за людьми. Тут все в целом связано, не может быть одного без другого. Если человек создает канал и он активно развивается, ребята, если вы думаете, что он делает для себя, нет, это он делает и для себя в качестве денег, и для вас в качестве как жизненного опыта, не знаю, что ли. У кого получилось. Кто чуть-чуть, немного, совсем удачливее, нежели другая половина планеты. Вот. Тем временем мы идем отдыхать, похавать. Очень хорошо то, что в этом фестивале есть кулеры с водой. Потому что не все их ставят. Такой удивительный феномен оказался, что на 2-м этаже вода оказалась холоднее немного. Это все физика. Физикс. Горячий воздух, он тяжелее, он поэтому вниз опускается. Также было интересно, что и как я на Фениксе, то есть здесь на 2-м дне причем, мы встретили Фем Дант и Фем Вергилия. Только это уже оказались другие косплееры, но совпадение все равно забавное. Также мы встретили Закос Нави и делали фотку впятером с Шамилем Ака Лукардом. И не только фотки. Много что впятером делали. Да, мы... Это все на Порнхабе будет. Да, мы устраивали сходку с Пардовичей и шпиона Шамиля. Первые, наверное, часа 2 пребывания. Там народ собирался, в принципе, только густился. Нас, скажем так... Пощадили. Пощадили, да, оставили в покое, потом уже возобновилось. И это классно? Да. Типа, допустим, ну, затрахивайте нас фотографиями, расспросами, росписями, допустим, 2-3 часа, а потом дайте нам просто час отдохнуть и все. Потом снова можете дела свои делать. Так вот потихонечку проходит день. И также мы уже подошли к нашей гостинице. Вот, смотрите, ориентируйтесь по тому. Водяному лифту из Майнкрафта. Водяному лифту, да, синяя пристройка, она отлично выделяется и бросается в глаза издалека. Жара. Жара. Небольшое обновление. Мы, оказывается, даже вовремя вышли на перерыв, потому что на улице начался дождь. Ну, такой, знаете, моросящий. Но это хорошо. Ну, непонятно, во что он может вылезти, пока моросящий. Люди, я не знаю, слышите ли вы это или нет, но тут полный ливень и гроза к тому же.
Все, мы отдохнули, перекусили. Теперь пойдем на фест. Будем смотреть, что там происходит. Шамиль нам написал, что там все ошиваются около Ислама Ганджаева и какой-то его программы на малой сцене. Мы же пойдем, будем смотреть что-либо и ждать момента результатов, да. Мы спросили волонтера, он сказал, они примерно будут 7 часов. Сейчас время почти 8, почти 6, так что нам осталось буквально чуть больше часа подождать и идти на сцену, чтобы слушать, что будут говорить наши господа ведущие. Я думаю, снимать этот во время фестиваля тоже, как ты говорил, типа, что происходит на самом. Сейчас закроем дверь. Понял? Да. Я буду играть, если какое-то место займу. Я, по сути, посмотрел выступления, которые там видео скидывали в комментариях. Там у них не у всех прям детализированные костюмы. Вставляют желать лучшего, так скажем. Ну, с этой камерой неудобно, потому что, ну, ты знаешь, что там ракурсы она снимает? В смысле? Ну вот, ты научно же ее держать? Да. Я с ней записывал часовые видосы, чтобы посмотреть, как она записывает. Ни хрена. А мы не замерзли? А, это кондей. Ой, да. Вот такая Пермь после ливня. На удивление, уже на солнечной стороне асфальта высохла вода, но стало немного душно. Я же парик нормально одет, да? Да. Сейчас, конечно, твои волосы немного, но это прямо с парика, что обычно не происходит. А, понял. Окей, идем до фестиваля. Такой вот каждый путь мы проходим, когда идем до здания проведения фестиваля. По-моему, стало даже жарче. Да, я вижу, что тут лучше уже не хотели. По полям, синий трактор едет. Тоже. Да, наверное. Вообще, у этой камеры очень сильный микро. Да. На самом деле. Жарко, пипец. Жарко, пипец. Лучше вообще без рубашки ходить, если вот так вот. Ну да. А, еще если было полачно себе надеть, чисто теоретически, но опять же там... Там синтетика еще сильнее Да, спотеешь. еще хуже будет. Так, погнали, зеленый. О. Погнали. Ой. Основной перекресток пройден. И осталось до здания пройти вот этот длинный путь. Ну как длинный? Наверное, метров 700 до него, точнее он сам. 100 метров до него и 100 метров от него уже идешь в обход зданий фестивалю. Людей, как всегда, мало, машин тоже. Чистенько. Даже теперь интересно, где люди проводят свои ивенты, вообще какую-либо херню творят. О, смотри, там Леон слева. Леон из Brawl Stars. Слева?
Ну вон, на левой части дороги. А, ты про шарик. Шарик, да. Леон. Леон. Леон из Браwl Старс, Браwl Старс. Я у тебя поправлю чуть-чуть. Спасибо. Вот это здание выглядит как какая-то больница. Я, кстати, около психушки жил. Похоже на нее? Да. Я тоже что-то подумал сразу Я про скину психдиспансер. фотки, когда домой приеду. Дима, запомните это здание. Правда, его выйдет только быстрее. Да. Самое забавное. Просто он так как-то по аутентичности, по вайбу похоже на психушку. Вот. Дворик, чтобы погулять. А я это всего лишь улица 9 мая 13. И вот мы почти пришли. Опять. Опять, да. Зеленый Сейбер из GTA San Andreas. 10 лет. Недавно. Сегодня. 10 лет доте? 10 лет. Это не доте, лет только, да. А в день записи имеется в виду этой. Да. Сегодня 9 июля. Бля, пиздец, скоро я постарею на год. Грустно. Грустно. Нихуя иномарочка стоит здесь. Блин, капец, смотри, какие они цивильные, они бутылки откладывают. У вас такого нет? Для пластиковых бутылок. Переработка. О, ё-моё. С каждым разом. Блять, а чё там очередь собралась? Не знаю. Почему очередь? Там же никто вверх не идет, все здесь просто стоят. А, значит, показалось. Пойдем сразу воду выпьем. Пошли. Второй, на второй. Пить хочется. Пить. Как настрой, сей Раймонд, сэр? Настрой? Да. Ваши жестко под бури за лифт. У вас как настрой? Отлично, сейчас придет. И ливнул. Жара-жара, горим-горим. Жара-жара, горим-горим. Людей прибавилось, кстати. Возможно. А если нас попросят сфоткаться, еще на камеру куда откладывать? Куда камеру откладывать? Не знаю. Привет. Привет, привет. Блять, реально куда камеру? Куда камеру откладывать? Ну, рядом. На пол, что ли? Ну, ты же с собой его будешь держать, я там на часе буду. А. Витя, можно просто сфоткаться с вами? Да, конечно. С кем? С Ванилием, пожалуйста. Сейчас только, пожалуйста, это до стиля надо. Видите? А, спасибо. Как знал, что зарешает. И монстр белый еще нужен. Да, и пластиковый стол был бы, конечно, тоже был бы. В этом городе только зеленые и коричневые. Вот так вот мы с ним проводили первый день. А может мы пойдем в парк? Всё, спасибо. Ай, Что будет, когда мы оба будем на Вергилии? Потому что на второй фест мы планируем по-любому дефолт брать, то есть Верк Данте. Но я с собой еще возьму что-нибудь из Жижи, что приедет. И вот эту вторую версию, модовую Вергилия. Будет Спардацест. И, возможно, даже стальной клинок. Потому что он выглядит круче. Но с ним только на улице буду. То есть, получается, я с ним приду, пофлексим, и потом уйдем. можно с вами сфотографироваться? Да. Да, с кем? Да, с собой сразу. А что с камерой делать? Нет, А, расщепляемся? не настолько. Спасибо. Так, все, пошли. Да, хорошо. Да.
Дубль 3. А кому ты там показывал? Я не видел. Там вот, я забыла имя нашей. А, Я хотел что-то... Да-да-да. Мне кажется, все сложные, потом ставили здесь, вас получили. Я хочу быть сервисом. спасибо большое, прикольно. У нас же еще 2 бутылки воды. Очень много. Пакетик, который мы не разобрали, где носки. Если носки туда, вот, я при тебе брал. Нужно будет оттуда взять воду. Вот, примерно, ребят, вот так вот мы вчера целый день проводили. То есть пройдем 10 метров и дальше стоим минут 5. А нам так нагревается сильно. Ну, Капец. потому что долго запись идет. Сейчас скажу сколько. 20 минут. Оффаем, нет? Я думал, представь, как мы там ходим. Да, пошли. Что, сам идешь? Могу, да? Ты поопытнее. Что, поднимаемся? Да. Ну, погнали. Привет. Ой, спасибо. Она целая просто. Ой, видите меня? Тут вообще, Тут жара. не хули. Погнали на второй за водой? Да, мы не туда пошли. На второй кулеру. We need more water. Можно с нами сфоткаться? Да. Там нету ничего. Ничего нету. А что там было? Да там танцуют, скорее всего, А мне Шамиль говорил, что там ислам. там не видно, по крайней мере, Ай-яй-яй. Пошли на дверь. О, вау. нас было 6. Мы все вместе. So much powerful. Yes. А ты? А здесь нет, да? Ну, быстрее. Я что-то помню, что был кулер на третьем. Видимо, только на первом.
снимаешь, если не будет сложно, мы сейчас воду попьем. Спасибо. Мы на улице, да, по-моему. Отсюда все. Вот сюда не шагу. Здесь так жарко, это ужас. Привет. Знаете? Не знаете? А я переоделась, наконец-то я вижу. Это этот Санджи. Да. Бабочка. Вот я Там впервые так в жизни. душно. Там так душно, это ужас. Да. И тут не лучше и после дождя стало. Да, потому что волна небольшая. она Потому всем что, глубокая. да, я думаю, зачем? Лучше бы он ночью прошел, на самом деле. Вы же не против, да? Да. Для бложика. Часового. Здорово. Помнишь меня? Да. Привет. Помним. Как же тебе меня забыть? А с тобой я еще не сфоткался ни разу. Ну так. Ты единственный из каста DMC, с кем я еще не сфоткался, поэтому... Ви А ты сегодня фоткался с Ви? А? видел? Ви сегодня видел? Да, я видел Ви, я сфоткался вчера с Неро. О, Андрей, там если человек крестоносец есть. А, крестоносец. Вика. Я боюсь. Андрей, там есть этот крест. Ты же хотел там... Не поднять. 20 тонн. Конечно, ты не против будешь брать камеру иногда, когда у нас будет? Коснуться мы еще успеем. Так, сейчас не крестой идем или? Не, просто. Средняя века новая, Вот это моторсайкл. Последний сказ DMC, сколько у нас было-то по DMC? 6 человек. Ви, Нера, Фемы и мы. Ну да. 6 человек получается. Или кто-то еще появился, пока нас не было. Но это маловероятно. Да. Да. А что, больше ничего не взяли? Актер одной роли. Да. О, у нас автограф помнит. Автограф. Фотограф помнит. Автограф помнит. Да-да-да. Забыли, кто написал. Понятно. Тут все занято. Все теневые скамейки заняты. И гитары нет. Я бы аккорды вспомнил хотя бы для Бориса Лайта, чтобы не петь его без... Ох, какие крылья огромные. Они причем еще механические, по-моему. Они механические? А, нет, это другие. Тут просто вчера девочка была с механическими крыльями, которые прям Ужас. работали. У нее Мне кажется, цена этих крыльев равна машине какой-нибудь. Ну, какой-нибудь в дешевой машине за полтос, Матис. какой-нибудь Матис. Вот условно так, да. Матис Ну, они крыльев. прямо работали, это вообще офигенно было. А вот наш нидовец. Привет. Все эти выкать. Хотите пару слов сказать об наш влог? Пару слов. Мы влог снимаем. Я хочу сказать... А кто это смотрит? Сначала на Бусти выйдет, потом на Ютубе. На Ютубе нельзя плохие слова говорить, да. Ну, так-то можно, но без разницы. Я желаю, чтобы все ходили на фестивали, видели вот этого прекрасного человека, и все могли его обнять.
Спасибо. Вот у нас фестиваль закончился, никаких награждений, точнее награждение было, но я не занял позиций, и мы прощаемся с Шамилем. Дорогие друзья, главное не то, что вы пососали, главное после этого сплюнуть и не почувствовать послевкусие. А еще главное, кому? Главное, кому? Если какому-то олигарху вам за эти деньги еще получили 1100, я хочу так жить. Ну, в общем-то, я тоже, как выходит, нихуя не получил. Но это дефолт. Что могу сказать? Я был эпизодическим персонажем на один пляжный эпизод, так сказать. Когда-нибудь я приду с местью. О, мощная речь. А мы до этого сезона-то доживем, нет? Такое обычно не выходит никогда. Ну, хуй знает. В декабре у нас, типа, довольно крупный фестиваль будет. Кого? В Уфе. Уфу рванем? Может, Москву тоже посмотреть вариант. Тоже как вариант. Я думаю, вы с Москвы охуеете. Я там не был, но я думаю, охуеете. Наверное. Ну, для начала мы ЕКБ попробуем. Да, это слишком рано задумать такое. Да. А потом? Потом уже с котом. Да. Ой, стоп. Ну, или одно и то же. И там он умрет. Подписывайтесь на ТГ, группу ВК, OnlyFans, Boosty. Все. Хорошей дороги. Он тоже. Подписюната привет. Уже 4-й день. Да, потихоньку собираемся. Да, собираем все те огромное количество вещей, что мы взяли с собой. Собираем сумки, чтобы потом... И себе не трахать. Да, и в этот раз уже возвращаемся поездом, поскольку автобус не очень удобен. И у Андрея вообще такой прикол, то, что у него обратный путь займет меньше времени, чем сюда. И потом мы пойдем кушаться. Всем доброго утра. В общем, было тут кафе, которое находилось в здании гостиницы, но оно, по иронии случая, не было открыто на большее время нашего пребывания. Мы туда решили заглянуть, поскольку сегодня понедельник, и там продается одна вода. Так что, в принципе, особой разницы, что с ним, что без него, особо не чувствуется. Зато всегда есть Макдональдс. Ага. Мы нажремся быстрых углеводов просто на целый месяц вперед. Да, а потом убирать это будем тоже месяц. Да, целый месяц вперед. На удивление, в будний день вроде кажется больше народа, чем в выходной. Потому что что-то шестерят на работу и так далее. Ну и сейчас время, получается, обед начинается у людей. Да. Некоторые с работы едут до дома, например. По крайней мере, меня так батя делает. Ну, у меня то же самое. Поэтому еще раз повторяю, если вы, условно, турист, приехали в Пермь, либо заранее продумайте, в каких местах вы будете кушать с учетом их графика работы, либо, ну, что-то со своей едой делать. Мне будет смешно, если нас опять кто-то узнает. Но мы, в принципе, очень много раз повторяли на стриме, в какой гостинице мы в Перми живем. Если зрители пермчане, если не получается, должны понять наш круг. Ну, не успеют. Не успеют понять. Ну да. Мы же один человек. Да, мало того, что мы один человек. И Снера тоже один человек. Который лев. Да, который и не лев, и не лев, там вообще и тигр. Трамвай. И это просто к тому, что они же это увидят после того, как мы, ноги сделаем отсюда. Да. Как-то так. Поднялся ветерочек. Да, сегодня нормально на улице. Единственное, что, не единственный, а один из главных аспектов, которые мы успели выяснить, это фоткаться, нужно подбирать позы, потому что, просто, допустим, иметь поз штук 10 это мало на самом деле. Нас фотографы очень много дрочили тем, что им нужен
Референс. Да, референс, экшон и прочее. Поэтому вот, к икону будем готовиться. Уже, наверное, даже по приезду, потому что нужно будет накидывать идеи. И, в принципе, это все просто так не останется. Ой, осторожней. У нас тоже была такая аллея в городе, но здесь у нас все деревья полностью срубили на районе. Но плюс еще не видно же дорожные знаки, и из-за этого очень много срачи бывает. А, ну да. Тоже, допустим, знаменитый кирпич, тот самый около гостиницы, где мы живем, на который все хрен забили и просто паркуются, проезжают. А еще тут люди очень странно оставляют машины, особенно таксисты. Вот видите, допустим, вот перед нами пешеходный переход. И таксист может встать поперек него и ждать нас там. Да. В этом городе своя культура вождения. Ну или ее отсутствие, как пойдет. 17 секунд у нас есть. Спасибо. Шашлык. Голос это говорилки из мемов. Да. Он в первое время еще так внезапно появляется. Я один раз испугался даже. Это Русью. И вот наш дорогой Макдональдс. Предлагаю в следующий раз поиметь небольшую колонку все-таки для музла. Типа на руку? Ну, вот эти вот дефолтные, JBL-евские большие колоночки. Ну, ручные. Да. Потому что, во-первых, с ними будет проще тренироваться, нежели включать с телефона и кое-как слышать, как идиоты. А во-вторых, можно будет эффектно появиться из машины, когда мы приедем. Из машины? Да. Ну, вот первый день фестиваля начинается, и просто кто-то Barry the Light начинается, и в тачке мы выходим. Ну да. Вот и наш Макдональдс. Мы, кстати, с Раймондом были в KFC, там в Дубльгейзе стояло 2 звездочки, теперь более-менее понятно почему. У них странный KFC в плане того, что там всего 2 человека на кухне. Это утро, потому что у них очень мало народа утром. Ну может быть. Ты же тогда тоже ходил и говорил, что ты только через 40 минут вышел. Да, но у Мака хотя бы все рабочее было, а нам пришлось приложение скачивать. Да, господи, слушай, нету времени. Я не думаю, что это прям трудность какая-то. Не, подожди, я же в Мак в 7 приходил, а мы пришли не в 7 утра. Мы... наверное, какая-то... Где-то 9:30. Да, полдобка начинается. А сюда? Да, сюда. Опа. И будем стандартно заказывать нашу хавку. Вот, мы уже заказали нашу еду в Маке. В моем аппарате закончился чек, поэтому просто... Найдите 10 тысяч. Не, ну реально похоже. 83? Да. У Раймонда уже готов его заказ. Мой будет, скорее всего, от локатора, потому что чека у меня нет. Ну как, скорее всего, так и будет. Потому что я выбрал локатор, такой, да. И ждем заказа. Приятного аппетита, Рой. Спасибо. Спасибо. О, тоже заказал эти картофельные дольки? Да, я не люблю фри. Да, ну как-то такое приторное. Я его еле-еле съел. Вот он, тоже заказ получила. Не всегда же нам заниматься косплеем. Вот мы идем пополнять драконью жижу для драконьих рыгов. Это у нас закончилось? Нет. Не камильфо. Да. Самое, что прикольная ситуация, вроде к Андрею подходил, волонтер говорил, что желательно то ли не курить,
на территории. Не-не-не, мы-то еще с тобой, я не знаю, мы ли с тобой, либо с Таней услышали это, ты где-то там был, что мы стояли, и кто-то из охранников крикнул: девушки, вам нормально, да? Они прям около ступеней стояли, парили. А, Типа я и сам понимаю, что вблизи нельзя и не надо. Вот там уже на скамейках сидели, потихоньку откисали. ну по сути не было особых ограничений, вообще не было ну еще прописано. маты. Да, маты. Но к нам подошли, сказали, нитовка, что, ребята, как бы, ну, по правилам, по законам здешним материться, как бы, ну, около большой толпы людей нельзя. Но вы охуенные. А мы просто мы сами не большая толпа людей, мы кары. А что, мы снова в сторону экспресса? Да. Там в апишопе. Там он показывает, что нужно будет сейчас направо еще пройти. О. Помнишь, мы просрали переход? Мне вообще в Тбилиси показывало, что дорогу нужно перейти там, откуда белая сейчас в Киев выехала. А там пешеходки, по сути, нет. Нужно будет мне переустановить Тбилис. Вот. Не всегда же косплеить нужно и пополнять боеприпасы. Ебать, сюда BMW заехал. Да. В своей ценовой категории. Да. Ну, опять же, единственное, что выделяется, это звездный все-таки. Иномарки? Вот это. Не мытая. Не мытая Приора. У вас, наверное, приезжий? Наверное, не знаю. Сытная деревенька. Торговая площадь. В этом городе с машинами, ну все замечательно. А вон там еще Нива. Советская. Ну, выглядит нормально. На рынке, что ли, в апишопе? А, реально. А там нет, типа, качественный, некачественный, даже, вот, мне кажется. Да, такое есть. Ну вот и узнаю. Узнаю я. А вот же. Прям тут? Ну да. Или ты докуда? Ну там дальше еще есть. Здравствуйте. Так. У вас только солевая, да же? Да. Тебе какая нужна? Без никотина большие. А, нулевка? Да, большие банки. Соль, одна соль. А для непросвещенного чем отличается солевая от нулевой? Нулевка — это, в принципе, содержание никотина есть два вида. Солевой и забыл что еще. И щелочной. Вот. Обычно в вейпах используется из-за большего объема сгорания и так далее. Используется щелочной никотин. А на мелких подиках ваших, потому что вы постоянно спрашиваете, это дерьмище, используется солевой. И там 20, 30, 50 миллиграмм. А это прям дохренище. Солевой всасывается в разы быстрее. Это вреднее, да? Это в разы вреднее, поэтому ну. Остаются вопросы, конечно, открытые, опять же, к прямому поглощению испарений пропиленгликоля и глицерина. Ну, хрен знает, там еще ученые не сказали. Да. Единозначного мнения. 5000 элементов. Да. И 10 тысяч рублей. На что? А, я понял, 10 тысяч. 10 тысяч. Вот нефров видели? А это же готы. Нефры. А реально первые нефры в Перми. Мы же до этого их не видели, кроме фестиваля. Они есть. Они есть. А гопников нет. Новостройки идут, мне нравится. Вот новостройки, тут здание. Папе шопе. Ой, мистер Крабс. Мужской бутик. Бутерброд? А? Бутерброд? С колбасой. Да. И семенным. Я бы трахнул. Удивительно только, что были в папе-шопе, и там продавец сказал, что перем это
самый развитый по вейпингу город. А так и не скажешь. Ну, хрен знает, сколько мы этих вейп-шопов уже видели. Они. С одной стороны, То, да, что в каждом районе, они на каждой через улице. каждый угол. Просто я особо не видел, что прохожие вейпили. Так, в принципе, мало, конечно, но... Может быть, они все думают, что вокруг гопники. Бля, прикол, если так. Каждый нефр думает, что вокруг гопники, и получается, что каждый гопник нефр, а каждый нефр гопник. И все по, дома. итогу, по итогу гопников нет, и всем нормально. Я гопников уже миллион не видел. Ой, у нас в городе. Всех на них попадаешься. В общем, сейчас пойдем в копировальню, как здесь это называется, чтобы распечатать бумаги и продвинемся дальше по этой дороге. Потом дальше и дальше до Перми, остановки Пешком до ЕКП. пешком до ИКП. Мы распечатали наши билеты, и на удивление здесь ксерокс стоит дешевле, чем в наших 9 городах. рублей вместе с файликом 9. Дешево, на удивление. Очень много интересных различий мы нашли между нашими городами и Пермью. Сейчас мы отнесем вещи домой и пойдем в КБ, потому что у Раймонда тут... Да, лучше побухать. Ха-ха, шучу. В КБ есть удобные пакеты, в которые можно клинки завернуть. Поэтому у меня их нет, и я пойду ими затариваться. Вот для чего нужен КБ. Ох, снова делаем по 30-40 тысяч шагов в день. Сегодняшним нашим МАУ, реально, номера МАУ. Сегодня нашей целью посещения Перми стала набережная. Она где-то там. Ну, где-то там, да, справа. Мы пришли на эту дорожку. Нормально такая была. Но чтобы перейти с этой дорожкой на набережную, нужно спуститься через 2 холма и непонятно сверху какой они крутости. И перейти еще РЖД-линии. А потом еще раз спуститься. Да, и единственный официальный переход это вон там вот вдалеке направо. Не очень прикольно, конечно, сделано, что набережную можно только в одном месте перейти. И вообще, в принципе, до нее далеко идти пешочком от нашей, Да, мы в центре. нашей гостиницы. Если вы также собираетесь пешочком ходить, то готовьтесь, особенно если будете весь день гулять, что вы еще больше шагов набьете, чем мы. А мы, в принципе, не весь день гуляя, набирали по 30-35 тысяч шагов спокойно. Так что не надо далеко идти, все здесь. Вот, и поэтому вы еще наберете. Сейчас вроде мы тут нашли под мост выход на набережную, сейчас посмотрим. Но это не вроде бы это он. Так, тут есть выход под мост. А, это вот мост? А, это вот. Нет, да. Не, набережная вон там внизу. Все. Или думаешь, здесь тоже спуск есть? Ну опять же до линии, подожди, а как пол? Там дальше тоже. Там дальше переход есть? А, вот действительно, подземный переход. Там сейчас, по идее, должно быть холоднее. О, да, там тиктокеры. Полезно. Я бы по ним трактором проехал. Осуждаю. Ну, одобряю. На приоре. Да. Дети — это цветы жизни. Я трактором на поле. Это он так шутит. А, Вумен. подожди мне. Жарко, конечно. Нужно будет, наверное, снова воду покупать. Да. Сколько мы уже купили воды? О, там надпись «Между нами вода». Это у кого? О, подписоты. Между нами вода. Там теплоходы, вот такой вот. С нами вода, где она? Вон, на противоположном ровно берегу. А, Белыми буквами закрашена «Между нами вода». не сказал, я бы не заметил. Вот у нас такая речка. Видно речку. Там видно издалека И пристань. телефон уроните, пойдете нахуй. Да. Там второй мост. Вот, кстати, по тому мосту, видишь, там поезд едет. Я там ехал на поезде. У нас же Пермь 2 левее нас находится. Да.
И вот ровно по этому мосту приехал на станцию Пермь-2. Я вот когда переплывал, я от вида открылся. Дебил снимает ролик, смотрите. Да. О, там трактор, кстати. Я послушали, трактор приехал. Ура, трактор приехал мне продавиться. Да, там какие-то... Вот там ГЭС, походу, похоже. Вот, А он телефон не уронит. да. Как тебе тренировка ног? Подыхает. Ребят, ну тут хотя бы ветер есть. Ну, поднимается немного. Пенис? Ну, это тоже. Я про ветер. I think so. Такая вот набережная. Кто лягушки? Я даже отсюда слышу звуки РЖТ, как поезд на том мосте переезжает. Вот это громкость, конечно. Такой тук-тук, тук-тук, тук-тук. Мне очень громко пытаются. И вот спустя, ну, буквально метров 100-200 мы нашли спуск на воду. Такая вот нижняя часть набережной. Ну да, как попуститься мы, конечно, быстро находим. Здесь так более спокойно. Хотя Пермь, в принципе, не шумный город. Здесь шума еще меньше. Но только вот тот мост шумит, когда проезжают крупногабаритные машины. Вот тот же автобус, по-моему, там люди, да, это межгородовой автобус. Или машина с тяжелым грузом проезжает. Шумит, когда они проезжают по тормозящим полоскам, или как они называются. В общем, тот мост шумит, и вон тот вдалеке. Его, не знаю, видно на камере или нет, потому что, опять же, весь влог, который я снимаю, я не вижу предосмотра, и все, что я закину в монтаж, блядь, будет чистой удачей. Да. Хоп, и он потом мне говорит: я дебил. Столько материала записано. Вот это, наверное, будет ассоциироваться с концом, наверное, нашего, это набережное путешествия, скажем так. Потому что дальше у нас в планах только записать видео и уже расходиться, потому что поезд может приехать, в принципе, пораньше, и ну все. За полчаса там точно нужно будет быть, потому что он приедет минут за 20, постоит минут 10 и уже Уедет. в 0:00 его не будет, да, это точно, даже если не раньше. Поэтому посмотрите на эти виды. Я уже их в кружочки вкладывал, но вот по камерам может просто четче записать. Говорит. Да. Вот, поэтому Последнее видео. встретимся в следующем кадре. Такой вот грустненький видосик. Может быть, потом свои эмоции опишу. Да. До встречи. Ну вот и все. Заканчивается наша поездка, путешествие, времяпровождение в Перми. Мы уже пакуем вещи, остается считанный час до отбытия. Будем сейчас снимать пару роликов, которые не получилось снять из-за загруженности в дни фестиваля. И, скорее всего, следующее включение либо будет на вокзале, потому что я приеду заранее, поскольку поезда на моем опыте приезжают пораньше, чтобы не пропустить поезд, который будет ждать меня всего 10 минут. Либо там я включу камеру, либо уже в самом купе, если там не будут люди мешать, и все будет нормально. Скорее всего, второе. Ну да. Ну, мешать. Будут, скорее всего. Потому что я посмотрел, как покупали билеты в купе в Пермь из Челнов. Там мало покупали, а когда я заказывал там за пару дней до выезда, там уже половину билетов просто было выкуплено. Если такая тенденция покупки продолжилась, то, скорее всего, ну все, кто-то там поселится. Вот. Но учитывая то, что Пермь это, по-моему, первая станция моего поезда, то как минимум первые станции больше будет вероятность, что я буду один в купе сидеть. Поэтому, может быть, что-нибудь да скажу. Так что давайте до следующего включения. Всем здорово, ребзя. Вот такой вот резкий переход домой. К сожалению, в купе не получилось записать влог, потому что там были другие люди. Там все мешалось и так далее. Я просто хочу сказать, что это было что-то с чем-то. Да, можно было бы влог закончить на прошлой записи, но я думаю, так было бы слишком как-то оборвано, и в любом случае нужно подвести итоги этих 4 дней. Ну, в моем случае, наверное, даже 6, потому что один день я добирался с Челнов до Перми, потом уже начался первый день нашего там пребывания, и после 4-го дня я на 5-й день еще добирался вот сюда.
мне добираться не очень близко, особенно на поезде. Вот, и нужно как-то подвести итоги. Было очень классно. По сравнению с Фениксом у меня, скажем так, снова расширилось видение, кругозор. Потому что то, что было на Паникомиксе, очень сильно отличается от Феникса в плане узнаваемости. К нам подходили люди, знакомились. Это было такое мероприятие, в котором не я фоткался с людьми, а со мной фоткались. И это не потому, что мне было лень там подходить, фотографироваться. Нет, потому что каждые 5-10 минут буквально ко мне подходили. И я такой, блин, охренеть. В шоке. Очень много активности, очень много людей. Это просто что-то с чем-то. Очень много, в принципе, хороших событий произошло за эти 4 дня. Я славно отдохнул, славно взял перерыв от своих медийных обязанностей, да и, в принципе, обязанностей в целом. Такой вот некий купол отдыха у меня был, в котором я почувствовал себя немного свободным. Ну как немного, полностью, да. Было очень весело, много чего происходило и вне фестиваля. Много чего происходило, не попав в камеру, потому что не всегда было удобно снимать, не всегда была камера под рукой. А иногда я был настолько уставшим, что даже если мог камеру достать, я этого просто не делал, потому что, опять же, я был слишком выдохшимся в некоторые моменты. Но я старался снимать, когда это была возможность, и в итоге сейчас у меня неотредактированного материала будет 4 часа. Это что за хрень в объективе? Вот, и я буду надеяться, что запись была все время нормальной, иначе это будет фейл года. Что могу сказать? Этот фестиваль просто офигенный. Точнее, неправильно выразился, не только фестиваль, а именно вся поездка была офигенной. Да, потому что не только фестиваль, не только именно все события, которые были в совокупности в этой поездке, они все были прекрасны. Очень грустно, что это все закончилось, да, когда приехал такой в тильт ушел, как бы из него до сих пор и не вышел. Но, как говорил мой товарищ модератор Вячеслав, радуйся, что было, грусти, что закончилось. Поэтому радуемся, что вообще это было, что вообще случилось. Единственное, жалко, что некоторые моменты не попали в камеру, допустим, вот как та же встреча первая с нашим Андреем. Это так было круто. Это, знаете, я видел в ТикТоке часто видосы, где люди, знакомые по интернету, встречаются спустя долгое время. Я бы хотел бы то же самое заснять, но, видите, многое что не вошло на камеру. Ну и вот, подвели итоги. У меня сейчас мысли очень такие сумбурные, поэтому я, наверное, не смогу что-то определенное сказать. Это просто мои мысли. Просто я вдался в меланхолию, в эмоции. Поэтому да. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Неважно, смотрите ли вы меня сейчас на Бусти или на Ютубе. То, что вы дошли до этого момента, означает то, что вы посмотрели весь влог или перемотали сюда. Но, надеюсь, это первый вариант. Всем спасибо, что смотрели меня, что пережили со мной эти 6 дней. Как все быстро закончилось. Удачи, ребята. Встретимся в следующем там посте, видео или стриме. Всем пока. Поездка в Пермь объявляется закрытой.